Кто желает, так, мозг не слушается. Мозг начнет слушаться, когда ты его будешь тренировать. Но на это нужно время. Наш мозг тренируется, как мы физически тренируемся, когда качаем мышцы в спортзале. Точно так тренируется мозг. Он тоже тренируется, его тоже можно тренировать. И хорошая новость, что мозг можно тренировать в любом возрасте. Он пластичен и хорошо тренируется. Но сразу же противоположно, что он ленивый перетренироваться, как бы он ленится сразу. Вот это он крутит свое, не слушается. Вот это и есть руминация. Ты все время попадаешь в руминацию, ты попадаешь, вот у меня даже нарисовано, да? Сейчас я покажу. Смотрите, в психологии руминация она рисуется восьмеркой, но для простого понимания, вот, я нарисовал как бы кружок, вот представим это мозг, и вот ваши мысли. То есть одни и те же мысли у вас крутятся по кругу. То есть это мысли про твое состояние. А это твое мышление, оно и есть тревожное. То есть это цепочка твоих тревожных мыслей. То есть мысли, они строятся в предложения. И вот эти мысли, они крутятся у тебя по кругу. Замкнутый цикл вот такой. Тебя гоняет по кругу. Это все связано с думанием про твое состояние. Ты все время думаешь про твое состояние. Ты как бы сидишь в себе, либо в мозгу, либо сканируешь свое тело. То, что снаружи тебя, это у тебя получается фоново. То есть внешняя жизнь для тебя получается фоново. Видео мне надо добавлять, потому что он же был выкинут. То есть все, что внешняя среда для тебя фоново, потому что ты сфокусирован только на себе. Вы обратите внимание на то, что для тебя будет то, что вокруг тебя, ну, будет как бы не важно. 8 лет качал, ком не наблюдалось. Так. Ком в горле, психосоматика. Качнул ком, в горле появился, неделю мучаюсь. Я шею качнул, ком в горле появился, ком в горле неделю мучаюсь. 8 лет качал ком. 8 лет качали, ком в горле не наблюдали. Смотрите, вам вот по кому в горле, вы, я так понял, сделали какое-то упражнение силовое, и у вас появился ком в горле. Первое, что как бы, это, ну как и в тревожном расстройстве, это нужно провериться. Дело в том, что, поймите, у нас вот здесь позвонки, да, и когда вы там качались, мало ли, чуть-чуть смещение позвонков что-то произошло, но как в кому в горле. Поэтому вам нужно проверить физиологию сначала, ну, УЗИ какой-то сделать там. Если по физиологии у вас будет все нормально, то значит вам, ну, это будет психосоматика. И смотрите, как держится симптом, я вам сейчас объясню. Симптом держится у человека до тех пор, пока ты думаешь про него. Вы даже не можете об этом подумать, что вы думаете про него. Ты даже можешь вот что-то делать, но твой мозг будет направлен на этот симптом. Это будет так происходить. Начитался всякое информации, рак, горло, боюсь ходить к врачам. Думаю, пройдет. Ну, все страхи надо преодолевать. Боишься собаки, иди к собаке. Так формируется новое убеждение. Проходя страх, ты получаешь новый опыт, и в мозгу это закрепляется, и твой страх становится меньше и меньше, понимаете? Вот так фобии проходятся. Вот. И второй момент, вы просто за собой понаблюдайте, я думаю, будет так, вы увидите, что вы все время думаете про этот ком. Вы как бы его чувствуете, ты все время про это думаешь. Смотрите, возьмите образно, ну,
как сказать, холодильники у каждого в квартире есть, верно, и там есть что-то замороженное, какие-то продукты, да? Возьмите какой-то продукт замороженный, ну, неважно какой, и приложите, например, к чувствительной части, где чувствительная кожа. Как правило, у человека чувствительная кожа это вокруг паха, либо вокруг лобка у женщин. То есть это живот, левое или правое бедро. И прилаживаешь вот туда что-нибудь замороженное. Чем сильнее будет проявление вот это отвлекающее, тем больше будет вероятности, что твой мозг переключится вот на этот дискомфорт. И таким образом вы можете проверить. Если психосоматика, то вы, когда мозг бросит думать про этот симптом, он уйдет, сфокусируется в эту точку, где происходит дискомфорт. Понимаете? И вот так вы определите. Потому что физическую боль, если она есть, ее так не уберешь. Как бы навряд ли ты, скорее всего, ты ее не уберешь, она сохранится. Расскажите про должествование. Ну, смотрите, должествование это самая распространенная языковая ловушка в мире. В эту ловушку попадает большое количество людей. Большое количество людей, когда человек применяет слово «должен» по отношению к себе, либо по отношению к кому-то. И также синонимические слова. Например, «я должен», синонимическое слово «я обязан». Это то же самое. Значение должен, обязан, значение будет то же самое. Смысл. И вот когда ты влетаешь, применяешь это слово по отношению к себе или к кому-то, ты влетаешь в ловушку. Но в чем сложность? Там, как правило, там вот эти ошибки в мышлении, она не одна. Там же может сопровождаться перфекционизм, идеальность, понимаете? Вот там целая схема получается, и эта схема, это получается твое мышление. От неправильных убеждений ты находишься как бы под искажением. И, конечно, после определенных ситуаций через автоматическую мысль ты будешь испытывать проявление в теле. Подавленность, там, злость, например. Реакция твоя будет, вот такая эмоция, и будет проявляться тоже в теле. Ну вот это самая распространенная эмоция будет, это подавленность. Вот если подавленность будет, если ты кому-то должен. А агрессия, как правило, будет возникать, если тебе кто-то должен, но не сделал так, как по твоему вот видению, понимаете, то у человека может агрессия возникать, как оно должно быть. Там же есть еще должествование, это к природе, к погоде, к экономике, там, к властям, понимаете, вот это будет работать. Должествование тоже. Вот. Поэтому должествование 2 есть. Я должен кому-то, и мне должны кто-то. Вот это самая распространенная ловушка. Она так и называется, языковая ловушка. Должествование. Ну а схемы мышления, выжимка есть, их ошибки в мышлении 10 основных ошибок в мышлении. Там способы мышления человека. И вот, как я говорю, ошибка не одна, они переплетаются, их, как правило, 4-6 у человека одновременно. И одна вытягивает другую, как бы, другая вытягивает третью. Это вот и есть, как бы, получается схема мышления человека. Схема мышления. А когда у тебя неправильное убеждение, то там такие вещи происходят. Ты видишь как бы ситуацию с одной стороны, а с другой стороны мозг у тебя это закрывает. Но в этом, я вам скажу честно, самому очень тяжело разобраться. Сейчас я. Но в этом очень тяжело самому разобраться, потому что это очень сложно. Человек сам себя, он как бы в силу вот этих искажений, ты сам у себя не можешь это замечать, как это происходит. Понимаете? И второе, незнание этих ошибок. Вот почему
почему нужно вот эту выжимку 10 ошибок в мышлении изучить, осознать их как таблицу умножения, понять их. Понимаете? Вот, пишут, спасибо, доктор, легче стало. Я не доктор, ребята, я вам еще объясняю раз. Я не доктор, я не отношу себя, как вам сказать, к какой-то категории, там, доктор или еще чего-то там. Я есть я. Я делюсь своим опытом, своими знаниями, которые я приобрел во время выхода с тревожно-депрессивного состояния. Но меня сопровождал опытный человек, Анна, которая много где училась и очень глубоко знает психологию, и не только. Понимаете? Поэтому она очень грамотный человек, она много мне дала информации, ну и плюс то, что я был в этом расстройстве, это называется уже практика. Я ее рекомендации применял на себе, она мне объясняла, что как устроено, что как работает, как работать с тем, как работать с этим и так далее. И применяя ее рекомендации, практики, тренируясь, я анализировал, я это видел, как происходит, и запоминал. Дело в том, что если ты не будешь запоминать, с этого состояния ты не выйдешь. Объясняю почему. Потому что если не запоминать, не остается в мозгу опыт. Вот произошла ситуация, вот, например, мысль пришла, ты отделился. Ты проанализировал, увидел, как это произошло. Ты заметил, приметил как бы. В следующий раз снова применяешь, потому что в памяти, как ты это сделал, у тебя осталось. Если же ты что-то делаешь и не анализируешь, то у тебя каждый раз как новый раз получается. Понимаете? Каждый раз, как первый раз, вот так оно происходит. У меня так было, пока вот я не попал к Анне. У тебя все это происходит, ты вроде чего-то делаешь, но ты это делаешь хаотично, ты не понимаешь, что куда, ты методом тыка это все как-то делаешь, ты ничего не анализируешь, а поэтому ты не запоминаешь. Даже вот тебя кроет панические атаки, кроет, но ты не можешь понять, что вот тебя накрывает. Но, как правило, там люди избегания применяют и избегание. Но где-то человек и выдерживает. Но из-за того, что он не запоминает, то каждый раз вот это, что с ним происходит, для него как первый раз. Он все время реагирует одинаково, понимаете? Ему не может дойти до его сознания, что со мной это было и со мной ничего не стало. Чуть прошел, реально легче стало, а то у меня паника. Больше не буду тренировать шею. Чуть прошел. А, вы уже сходили, взяли замороженную образно курицу, приложили к телу, и мозг отвлекся, да, переключился. Да, дело в том, что делая неправильные выводы, человек, он сам себя пугает, понимаете? Неправильными трактовками ты усиливаешь себе тревогу, потому что получается, ты сам себя пугаешь. Да, показывает. И вот заметьте, когда мозг ваш переключился, да, перестал про этот симптом думать. И все, и он как бы исчез. Вот это очень хитрые ловушки мозга. Дело в том, что человек не осознает и не понимает. Вот, например, вот то, что связано с руминацией, вот твое вот это тревожное мышление, когда ты постоянно крутишь эти мысли. Ты даже не подозреваешь, что существует другое мышление, да, что можно эти там, например, образно мысли остановить, но там же снова я еще подчеркну от уровня тревоги. У меня... А так, рак, думал, боялся, спасибо. Вот. Смотрите, здесь нужно понимать, что есть что. Когда ты понимаешь, что есть что, то исходя из этого ты начинаешь с этим работать. Когда понимаешь цели и задачи. Зря это расстройство терпеть, говорит себе, что это временно. Хочу работать, несмотря на расстройство, терпеть, говорить себе, что это временно. Смотрите, не так там все просто, понимаете? Там
Там нужно еще учиться замечать у себя, когда ты тренируешься, положительные изменения. Дело в том, что там есть такая хитрость мозга, он тебе показывает в целом, он тебе как бы масштабирует. И у тебя в мозгу нету способности вычленить положительные детальки. Понимаете? И ты тренируясь, ты когда залетаешь, и тебе кажется, во-первых, поначалу у тебя ничего не будет меняться, это постепенный процесс. И поэтому тренируясь, тебе кажется, что ничего не меняется. Что ты вот тренируешься, но, как говорится, воз и ныне там. То есть тебе кажется, что с места это не двигается с места. Тебе кажется, что ничего не происходит. Там все это очень так медленно изменения идут, и они нереально выражены, их ты не увидишь. Их нужно вот чуть-чуть тревоги меньше стало, то есть стресса. Вот эти вещи нужно учиться замечать. Это как вот я рассказывал про депрессию, да, это как водичка вот с краника в большое 10-литровое ведро, да, капельками капает. Вот капелька упала, вторая капелька упала, третья. Но ты в ведро, если посмотришь, там воды нету, да, эти капельки там разлетелись по этому дну ведра, да, и практически воды-то там не видно. И то есть, но это постепенно туда накапывается. Вот эти капелек, они накапываются, и получается, что начинает водичка появляться. Вот точно так и в этом расстройстве. Ты тренируешься, тебе кажется, ничего не меняется, но ты продолжаешь тренироваться, ты продолжаешь идти. Не останавливайтесь, потому что там еще такой момент, ваш мозг вас будет все время обманывать. Он так привык жить, ему нормально. Он тревожный, он так живет, ему-то по барабану, понимаете? А страдаете вы, страдает тело. А ему нормально так думать. Блин, меня заколупывает дергать эту вот ерунду. И поэтому он еще будет вас обманывать. Он будет говорить, не делай этого, это все ерунда. Будут такие мысли появляться. Это у него там что-то другое. Вот он тебе рассказывает, а у него там что-то другое. А у тебя... Дайте нормальный пример упражнения пишет. Подожди. У нас есть А у тебя совсем другое. Не делай этого. У тебя какая-то там индивидуальная болезнь, она там, а у него совсем другое. И вот так мозг обманывает. И зачастую люди, они начинают верить этим мыслям и перестают действовать. Второе. Ошибка в том, что человек ждет быстрого результата. Я это сталкивался в личном общении с людьми. Я задаю вопрос. Вот проговаривание, например, встраиванием в нейросети убеждения, когда мы себе что-то говорим, то со временем начинаем в это верить. Я задаю вопрос, а сколько вы делали? Сколько вы делали? Человек задумывается и говорит, вот сколько раз вы проговорили такую аффирмацию? Он задумывается, говорит, 3 раза. Понимаете, я чуть со стула не упал. 3, говорит, раза. Я месяцами говорил, месяцами, постоянно не останавливаясь. А человек сказал 3 раза и ждет результата. И это из-за непонимания, как это все работает, поэтому человек, он делает, потом к нему приходит мысль, а это все ерунда, либо он делает вывод там свой определенный и бросает это делать. Facebook 13. Так а тут же это. Формация, особенно в Гугле, особенно о коме. Потом понеслась паника, насмотрелся всяких онкобольных, с горлом вроде не курю, не пью, тренируюсь, откуда у меня ком. Можно ли энергетики петь? Ну, вы уже задаете, смотрите, лучше выпить чистого продукта, то, что называют 40-градусное, без присадок. Энергетики, они на самом деле, они очень сильно влияют на сердце. Потому там поджелудочная на сердце, почему? Потому что там как бы... Таурин самое тяжелое там.
ну, там молекулы, там не будем на запчасти разбирать, да, составляющие, но они как бы будоражат систему, они работают на кортизол, понимаете, это как взбудораживание, как бы человека взбодрить. Но если мы уставшие, как бы это, как сказать, ну как мы определяем, Ну, когда мы устали, да, по организму мы устали, надо отдохнуть, то есть мозг нам сообщает, да, мы устали, вот. Значит, надо отдохнуть. А то, что занадто, то недобре, как говорится. Ну, вы тут же сейчас можете к своему расстройству приписать, ой, блин, да я все время тревожусь, я все время в напряжении, это для меня плохо. На самом деле мы есть то, во что мы верим. Поверьте, вера человека, она творит чудеса. Чудеса. Я вот смотрел казаки-характерники, они входили в транс, что в крови выпадали свободные радикалы. Если есть, ну, в состояние в такое входили, мозгом в такое состояние, что в крови выпадали свободные радикалы. Если есть здесь как бы с образованием доктора, то чтобы объяснили, что такое свободные радикалы в крови. Так, привет всем, сколько вам лет? Так, лет мне уже 49 от рождения моего, 49 лет. Так, идем по очереди. Еще нужна информация, особенно в Гугле, особенно о коме. Понимаете, как сказать, вот все говорят, там, интернет-помойка там и так далее. Интернет, он может служить как и помойкой, но как и хороший источник информации. Вопрос, что ты там ищешь, это первое. Второе, нужно понимать. Чтобы понимать, что это работает так, нужно знать причинно-следственное. Там, например, может такое быть или не может, понимаете? А когда у тебя нет знаний, ты там копаешься, конечно, в силу того, что ты не понимаешь, как это происходит, то ты веришь в всякую чушь, понимаете, как это работает. Поэтому в интернет тоже надо как бы заходить с определенным, скажем так, багажом знаний, чтобы дальше развиваться. Чтобы дальше развиваться. Вот. На расстройство дайте нормальный пример упражнений. Смотрите, упражнений очень много. Упражнений очень много. У нас есть программа по выходу. Она стоит там буквально копейки. Там, 10 евро. ну, скажем, Подписка на скажем месяц. в двух валютах, таких, в более таких, которые мы знаем. Даже есть 6 Слава, не долларов. перебивай. Это в российских рублях, это 1000 рублей, ну и переведем там на доллар или евро, там получается 7 евро где-то. там, ну, 10 долларов. 10 долларов, 7 евро. Это небольшая сумма на месяц, я думаю, пачка там 2 мороженого, но образно это небольшая сумма. В сравнении с тем, что люди тратят на психологов и на препараты. Я их тоже покупал, но не пил, но денег они стоят тоже будь здоров. Потому что бегишь, покупаешь эти коробочки, капсулы, таблеточки, потом домой прибегаешь с этим пакетиком полным вот этих всяких транков и так далее, ложишь их в этот в шкафчик, читаешь побочки, у тебя страх кроет, ты шкафчик этот захлопываешь, тебя трясет, ты эти препараты все не можешь пить, потому что там побочек целая, как целая эпопея побочек. Так. Сейчас приложить чуть. Прошло сегодня, спать буду как ребенок. Кстати, сон надо тоже тренировать. Я сон тренировал. У меня, смотрите, ребята, девчата, большие, маленькие, как я говорю. У меня было практически все. 95% с того, что бывает в тревожном расстройстве. То есть в этом неврозе. Я уже дошел до депрессии. Поэтому мне приходилось тренировать все и сразу. Мне приходилось тренировать все и сразу. То есть мои тренировки были круглосуточные, потому что у меня не было ни дня, ни ночи. Меня била тревога, ломала, крутила день и ночь. Ну, потом я завалился в депрессию, вышел из депрессии, ты снова попадаешь в тревогу, тебя крутит, ломает, долбит тебя, и ты тренируешься круглосуточно. Я не пил препараты, поэтому у меня не было отдыха. У меня не было отдыха, потому что от своих мыслей ты никуда не денешься. Ты голову не отрежешь, ее не откинешь, ничего.
И поэтому у меня были такие похожие как спартанские условия. То есть у меня не было ну скажем так, времени передохнуть. Я постоянно был в тренировках. Тебя крутит, ломает, с тобой вот это все происходит, но ты постоянно тренируешься. Постоянно. Нули энергетики пить. Так, и да, рекомендация, ребята, не пробуйте заглушать вот свое тревожное расстройство некими вот этими, там, скажем так, спиртным, энергетиками. Поначалу вы можете выпить, вам станет легче, но потом будет хуже. Я делал эти эксперименты, я один раз пробовал выпивать, да, ты когда пьешь, тебе может полегчать, потому что пойдет серотонин, но потом идет падение его еще меньше, и у тебя страхи, то бишь тебе еще хуже становится. Поэтому я это говорю со своего опыта. Ну, вас уже предостерегаю заранее, чтобы вы не совершали этой ошибки. Употребление, то, что называется вот этих наркотических веществ, да, ну, самостоятельно, как человек начинает, ну, в основном алкоголем глушить, то это дорога в никуда. Потом еще попадете в алкогольную зависимость. У вас будет тревожное расстройство, еще алкогольная зависимость. Два в одном. Здесь как бы с одним работать, да, надо, а так вы еще приобретете другое. Понимаете? А как мне сказала Анна, с алкогольной зависимостью сложнее работать, чем вот с этим расстройством, с тревожным расстройством. Буду как ребенок. Сейчас приложил, чуть прошло, сегодня спать буду как... Так, привет всем, Асплек, сколько вам лет? Так, ответил, воду или теплую, как верблюд не проходил. Так, вот это, воду пил теплую, как верблюд не проходил. Вот эту фразу вашу я не понял, это что, к чему, куда это пристроить, как это понять. Поэтому объясните, если вы что-то хотели этим объяснить. Тема психология. Какая у нас тема? У нас, скажем так, объясняю тревожное расстройство, депрессия, как оттуда выбраться и приобрести навыки стрессоустойчивости. Потому что жизнь наша состоит с хорошего и плохого. Это есть настоящая жизнь, понимаете? Тот, кто лелеет себя неким желанием попасть в какую-то нирвану, постоянно находиться, чтобы не было стрессов, то, ребята, это невозможно. Невозможно. Даже если вы уйдете в лес и со своей схемой мышления и не поймаете там зайчика, чтобы покушать, у вас будет сильный стресс. Понимаете? Поэтому нужно правильно ставить цели и задачи. Цель не избавиться от стрессов, а цель научиться со стрессами справляться. Вот разными способами, которые я рассказываю на своем канале, как тренировать свой мозг, как научиться управлять своими эмоциями. Так, вы доктор. Еще уже по поводу доктора я как бы объяснил. По поводу доктора я объяснил, что я не доктор. Ребята, шею не качайте, да, шею, ребята, вот смотрите, я вам сейчас расскажу, немножко от темы отклонюсь по поводу спорта. Я в свое время тоже мы занимались, мы, ребята с 90-х, были подростками, ну, нам уже по 16 лет тому было. То есть тогда было развито это качалки в подвалах, да, самодельные там штанги, там все, что насобираешь, там грушу повесишь, ну, мешок, то есть боксерский. И, ну, мы занимались, были ребята чисто вот, которые на накачку шли, там, на накачку мышц, да, то теперь, ну, есть сведения про моих знакомых, там, друзей, то есть я в том городе не живу, уже давно уехал, то есть как бы связи, к счастью, их потеряны, с кем-то у нас контакты есть, то вот у одного знакомого он профессионально занимался, сейчас серьезные проблемы с суставами и коленями. Он приседал, там веса брал там, до 200 килограмм, понимаете? То есть с возрастом это все вылезет наружу. Вот. Да, кто на канале первый раз, не забывайте подписываться.
потому что выйдете, канал потеряете. Не забывайте подписываться. Ну и кому нравится, ставьте эти, как там называют, лайки, да, как бы. И не забывайте, мы такие, как вы все, мы люди рабочие, как бы, и поэтому тоже нуждаемся вот в финансовой поддержке. То, что нам и не дает, как бы, выйти вот уже именно в эту форму нам общения, вести постоянно стримы, потому что я очень понимаю это, я через это прошел, и как я ждал встречи с Анной. То есть у меня было через день, как бы, сначала, через день, и вот ты потом, то есть 2 раза в неделю, потом стало раз в неделю. И ты вот эти промежутки от занятия до занятия, ты ждешь вот как Бога, ну у меня так было, а значит и у вас так будет. То есть вот этой встречи ты ждешь как вот как свежего глотка воздуха, и такое вот ощущение, ты когда проведешь сессию, да, пообщаешься, вот тебя там, ну, она образовывает, объясняет, что и как, то ты какой-то заряд энергетический получаешь, как вот батарейка. Вот у тебя высаживается, у тебя нету сил, как бы, а там вот ты как бы наполняешься энергией, и у тебя заряжается сила еще вот на какое-то время до следующей встречи. Я знаю, как это происходит. А то, что сейчас вот во всем мире происходит, больше и больше людей будут валиваться вот в эти расстройства. Потому что очень много сейчас негатива. И людям, особенно кто склонен к тревожности, им очень тяжело сейчас. Вот это все перенести, то, что происходит. Поэтому такие каналы, у кого они идут, они будут очень востребованы. Именно наука по психологии, именно обучение людей, чтобы постепенно их научить справляться со стрессами. Вот. Я по жизни паникер. Страх — это опасная болезнь. Это не болезнь. Вот смотрите, вы, когда говорите болезнь, то ты же так и веришь, что страх — это болезнь. Болезнь, как вам сказать, это не болезнь. Вот почему оно почему оно и описывается как расстройство. Вот, например, тревожно-депрессивное расстройство. Если бы это была болезнь, то и писали болезнь. Понимаете? Но это безграмотные там психотерапевты, там, как бы, они трактуют, что это болезнь. На самом деле это не болезнь. Вот смотрите, у меня было все. Вот кому интересно, зайдите. У нас на канале есть моя история. Вот это первые наши ролики, которые мы снимали 3 года назад. Там запись, она не, как сказать, не очень качественная, но слышно там очень хорошо. Я рассказываю про свое состояние, что со мной было. И вот сейчас я сижу перед вами, спустя уже 4 года. Понимаете, там просто вот изначально ты не поверишь, вот что было с человеком, и вот какого ты видишь его сейчас. Там просто не поверишь. Либо скажешь, ай, вот он придумал, наверное, врет, с ним этого не было. Но дело в том, кто находится в этом расстройстве, таких людей тяжело обмануть. Ты чувствуешь на уровне вот этой энергетики, вот это чувство, врет человек или нет. Людей тревожных, их тяжело обмануть, их почти невозможно обмануть, потому что это какая-то чувствительность на уровне чувств вот этого, понимаете? Ты видишь, слышишь, и такие вещи это невозможно придумать. Если человек в этом не был, то придумать это невозможно, понимаете? Вот. По поводу, так, мне все сказали, раки, мне хана. Мне все казалось, раки и мне хана. Ну вот это и есть катастрофизация, ситуация мысли. Ты начинаешь ее катастрофизировать, понимаете? Те мысли приходят, у твое мышление катастрофизация. И все, и вот это мне хана, и все. Ты вот таким способом сам себя пугаешь, думая, что это так. Насчет кома, я понял.
как сенсор мозга постоянно сканирует. Как отключить сенсор мозга постоянно сканирует. Вот еще, понимаете, вот вы начитаетесь умных фраз, даже зачастую я не понимаю, да, вот слово. Ну вот вы написали сенсор мозга. Вы же вот себе придумали, что там какой-то сенсор в мозгу есть, вот его там можно отключить. Там. И вот когда ты неправильно трактуешь, начитаешься, ты же в это веришь, и ты неправильно это все видишь. А исходя из этого ты неправильно действуешь. Это мысли. У тебя мысли, вот ты постоянно вот на себя смотришь и постоянно сканируешь. У меня было вот это залипание, я на это ругался, я ругался на мозг, чтобы он переставал сканировать. Я как бы вот как только сканер включался, я на него ругался, говорил, что мне это не полезно и отвлекался. Он снова, я снова. Понимаете? Это привычка смотреть на себя. Она сформировалась в процессе вхождения в наше расстройство. Это насколько я понимаю, как это было. Я же потом все это анализировал. Эта привычка циклится на себе. То есть наше поведение, оно формирует привычку. Когда ты делаешь раз за разом так, то это формируется у тебя привычка. Ты потом уже как бы автоматически это делаешь. А значит что? А значит наша задача перетренировать привычку, чтобы мозг не нырял туда. Понимаете? Перетренировать. Говорит привет. Тут что-то пишут. Слава, ты смотри, вот говорит привет, что говорит привет, это непонятно. Так, вот, вот товарищу, который пишет, много водички, где конкретно пример хоть один? То есть это высказывание товарища, претензии ко мне. Объясняю товарищу, я вам объяснил. Там много примеров. И какой вам нужен, я не знаю, что у вас сейчас происходит и что вы хотите сейчас. Поэтому я говорю, зайдите, найдите, что у вас, и там я объясняю. Вот происходит вот это, делать вот это. Больше ставить. Я уже, думаю, ответил на ваш вопрос. Понимаете? У меня состояние боли, особенно часто в груди. Самотворное. Вот это все, это просто тревожное. Там его называют генерализованно тревожное. Там, ну, можно обзывать как угодно. Тревожное расстройство. Понимаете, это все тревожное расстройство. Боли особенно часто в груди. Ну вот это у вас очень похоже, боли в груди, это работает психосоматика, то, что называется кардионевроз. У меня это было. И у меня лупило так, что, блин, у меня страх сразу сильнейший, а от страха у тебя еще сильнее сжимает грудь, вот эти болевые ощущения. И потом уже начинало простреливать вот в левой части, мне как будто вот взяли какую-то заточенную арматуру и тебе всадили. То есть прострел шел за грудину и была сильная загрудинная боль. Вот эти симптоматика, она очень похожа, когда у человека происходит инфаркт. То есть мозг, он проявление вот эти всякого психосоматические проявления, он делает очень похоже как на реальные. Он как бы лекала снимает и списывает, понимаете? И он их делает тут. И почему ты пугаешься? Потому что думаешь, что в действительности у тебя физиология, что вот у тебя сейчас, вот когда оно пошло, да, сжало, загрудинная боль, все, у меня инфаркт, у тебя же мысль сразу возникает, все, сейчас умру, инфаркт, страх у человека, понимаете? И вот у меня есть ролик, как я работал с кардионеврозом, он находится в программе, я рвал эту цепочку, я где-то в своих эфирах уже не раз рассказывал. Так, подскажите, пожалуйста, у меня в течение дня появились проблемы, пробелы, когда я себя чувствую хорошо. Нет постоянных мыслей, тело не трясет, хорошее настроение. Можно ли надеяться, что я на пути к выходу из ГТР? Так, вот последний человек, Лила Смр 1453, да, вот с таким как бы маркером. Вот смотрите, давайте
Сейчас я зачитаю вслух, чтобы все слышали. Подскажите, пожалуйста, у меня в течение дня появились пробелы, когда я себя чувствую хорошо, нет постоянных мыслей, тело не трясет, хорошее настроение. Можно ли надеяться, что я на пути к выходу из генерализованного тревожного расстройства, то есть с тревожного расстройства, скажем так. Вот. Теперь я буду вам задавать вопросы, а вы мне будете на них отвечать. Так, скажите мне, пожалуйста, сколько вы тренируетесь и когда начали тренироваться? Ну, как бы по нашему каналу, либо обучались где-то так. Так, девушка, ну, по аватарке вроде бы девушка. Вот задаю вопрос, вы не отвечаете как бы. Ну ладно, тогда подождем. Подождем. Задавайте еще, если есть вопросы, задавайте. Смотрите, сейчас я объясню. Когда ты выходишь с этого состояния, вот почему я говорю, нужно учиться анализировать. Ты видишь, вот раньше у тебя как бы все время крутит, постоянно тебя крутит. А если у тебя начали пробелы появляться, то через анализ ты начинаешь понимать, что ведь раньше пробелов не было. А сейчас начали появляться. Значит, это что идет? Значит, это процесс идет на выход, на восстановление, то есть на возвращение к своей прежней жизни, когда ты был до того, как попал в это расстройство. Ну, скажем так, на выздоровление. Через анализ ты начинаешь видеть, и это надо каждому учиться это видеть. Это дает, самое главное, это усиливает у тебя веру. Больше по вашему каналу, 5 месяцев. Вот смотрите. Теперь давайте с вами логически думать. Вот только что я объяснил. Давайте анализируем. Берете, возвращаетесь назад. На 5 месяцев назад вспоминаете, какое у вас состояние было. Пробелы были? Вопрос. Уровень тревоги такой, как бы, тогда тревога выше была или сейчас тревога выше? Вот туда смотрите. Плюс навыки с мыслями. Научились разделяться? Научились. Верно? Ну, скажем, не идеально, идеальности не существует, но уже неплохо работаете. Уровень стресса, тревоги понизили. Верно? Все, начали выходить. Ну, я это называю тоже качели, да? Качели, вот смотрите. Так, сейчас попробую. Вот как бы, ладно, начерчу. Что у вас сейчас начинает происходить, какой момент? Блин, мне заколупывают. Так, а где-то фломастер, Слава? Здесь. Дай-ка мне еще красный. Вот смотрите, вы изначально в ловушке вот этого мышления, то есть вот ваше мышление, вот вы его крутите. Что сейчас стало у вас происходить? Сейчас вы стали выскакивать. Сначала это идет как? Вот ты выскочил с мышления, потом тебя назад забрало, выскочил назад. Потом это начинает увеличиваться. Вот ты выскочил, идешь по новой дорожке, потом раз съехал, тебя поймало, там мысли или стресс произошел, тебя назад скинуло. И вот это надо понимать, когда тебя скинуло. Чем раньше ты будешь это понимать, значит, ты быстрее начнешь применять приемы для того, чтобы вернуться назад на свою новую дорожку. И вот у вас уже начались пробелы, то есть увеличиваться. Это по временному будет тоже увеличиваться. Сначала вот это, как я говорю, сразу выскочил, упал. Потом уже выскочил, идешь, упал. То есть временные промежутки движения по новому своему мышлению, по новой дорожке, они начинают увеличиваться. Понимаете? И вот ты на это увеличение начинаешь обращать тоже внимание. Что раньше вот вообще не мог выйти, потом раз, вышел, упал, встал, упал. Потом встал, прошел, упал. Потом снова встал, прошел, упал. То есть поняли, вот это начинает увеличиваться, а это нормальное состояние твое.
А это и говорит о том, что значит ты двигаешься в верном направлении. Значит ты идешь правильно. Понимаете? Вот я вам ответил на ваш вопрос. Как это происходит? Так. Так, идем дальше. Больше так. Так, не забывайте подписываться. Кто не подписан, кто как бы впервые на нашем канале, кто забылся, ну, как бы забывает подписаться. Вот. Также, ребята, поддерживайте нас в плане финансирования по возможности, кто сколько может. Вверху закреплена карта для европейской аудитории. Там тоже много наших русскоязычных людей проживает. А у них, кстати, там сложно, у них психологи на иностранных языках. Там людям вообще тяжело. У нас есть для тех, кто в европейской части, для нас есть... Они в Ютубе просто купят программу. Да, в Ютубе есть программа, можете купить. Также у нас есть там, На как это называется, Бусти есть. Можно переходить на Бусти туда. Ну, Слава потом... Ссылочка находится прямо на главной Слава. странице Ютуба. Ссылка на Бусти. И там вы заходите, она стоит 1900 рублей. 1900. Ну, попозже покажешь, На месяц, как да, это попозже делать. покажу. Попозже Слава вам на телефоне покажет, И у как вас это будет делать. полная программа, как выйти из тревожного расстройства. Там короткие видео. Смотрите, в чем у нас заключается программа. Там я сделал сжатые ролики, то есть они там 10 до 20 минут, по-моему. Да. Короткие ролики. Я объясняю, что происходит и что с этим делать. Самое хорошо работать по программе, это когда ты перелистываешь видео, да, ты же суть их будешь понимать. Там как бы по названию мы постарались более по названию, чтобы вы понимали, где депрессия, где тревога и так далее. И вы видите, то есть вы в моем рассказе будете видеть то, что у вас происходит на данный момент. И вот ты видишь, ага, у меня это, ты открываешь этот ролик и слушаешь. Я там объясняю, что происходит и что делать. И ты начинаешь это применять. Лучше всего, скорее, будет это так работать. То есть находить ролики и видеть в них по себе, что происходит у тебя. В ролике, в ролике они будут отражаться, и ты и как бы ты себя видишь, да, зеркально, о, это у меня, и применяешь. Вот. Вы все так четко рассказали, ни разу я не слышал такого четко все сразу. Предлагают покупать информацию, диск или программу за 20 тысяч, 35 тысяч. Да, смотрите, в чем момент истины. Я хочу для вас всех объяснить, чтобы вы понимали, как это происходит. То, что вы слушаете, то, что вы смотрите, то есть видео. Мне, кстати, задавали вопросы, можно ли с этого расстройства выйти с этого состояния. Я отвечаю 50 на 50. Почему? Первое, в силу интеллекта человека, как он понимает, это первое. Второе, в силу глубины просадки человека, его расстройства. Понимаете, когда ты еще только туда входишь в это расстройство, это легкая стадия, у тебя еще нету всего букета, ты еще не сильно запутан. Вот, поэтому возможно выйти, и люди выходят, потому что мне пишут именно без контакта со мной, выходят именно по моим роликам. И это есть факт. И даже особенно пожилые люди, я очень этому радуюсь. Почему? Потому что все психологи, как правило, все психиатры, психологи будут говорить вам в один голос, что в возрасте с этого невозможно выйти. Но мы опровергли это убеждение, эту идею. Возможно. В любом возрасте. Мозг пластичен и тренируется в любом возрасте. Я не говорю, что это легко, это очень тяжело, но это возможно. И мы имеем факты. Уже ни одного человека, который вышел с этого расстройства в возрасте. При этом
находясь в этих расстройствах там десятки лет, понимаете? И люди вышли с этого расстройства. Женщины, вот сейчас как бы женщины мне пишут, вот 3 женщины. Женщина с России пенсионер, женщина с Украины пенсионер, и еще предпенсионный возраст женщина с Казахстана, Но женщина с Казахстана, она как бы со мной какое-то время контактировала, я ее как бы направлял, потом она уже сама пошла. Вот. Поэтому, ребята, все возможно. И третий момент, то есть я говорю 50 на 50, шанс увеличивается где-то в 2 раза, когда работаешь непосредственно с психологом. Но психолог нужен очень грамотный, толковый, чтобы он глубинно это все понимал и понимал эти все цепочки, как работают. То есть связь с психологом, она не даст гарантии, что он вам поможет. Как говорится, нужно найти толкового психолога, который бы помог, понимаете? Вот. Но шанс работы с психологом увеличивается, буквально я скажу, в 2 раза. Но и, скажем так, 2% людей, ну может даже 1% останется, это люди, которые не смогут это все понять и осознать в силу своего тщетного интеллекта, в силу своего слабого интеллекта. То есть они не понимают. Вот один как бы человек такой у меня был. Ему объясняешь, но он вот смотрит на тебя, он не понимает. Уже с разных сторон заходишь, как бы объясняешь. Ну, человек, к сожалению, не понимает, понимаете? В силу слабого интеллекта, способности вот анализировать, думать, как бы у человека нету. Вот. Но это, я скажу, 1% таких людей, даже может там 0,5% таких людей. Как правило, в большей степени или меньшей степени у каждого человека присутствует некий уровень интеллекта, чтобы понять, сообразить то, что тебе объясняют. Вот. То есть это очень маленькое количество людей, которые вообще как бы слабы, то есть у них даже не хватает способности понять то, что им объясняют. Вот. Так, идем дальше. Меня выкидывало, и я все заново начинала делать. Вы супер, да. Смотрите, дело в том, что когда вас скидывает, да, когда вы съезжаете, вас сшибает с ног, вот почему, там же оно все у тебя снова возникает, да, все эти ощущения, эти мысли, все тебя снова как бы забирает. И вот это идет такой обман, что тебе кажется, что ничего не меняется, верно? Ты в такую иллюзию попадаешь, да, у тебя в реальности это все происходит, и у тебя мысль, что ничего не меняется, но на самом деле постепенно изменения идут. Вот это надо понимать, потому что люди, вот это такая очень хитрая ловушка, когда ты слетаешь, то получается, вот оно снова как бы все вернулось. И когда тебе кажется, что ничего не меняется, вот люди начинают сдаваться. То есть у них мысли, что вот я тренируюсь, а ничего не происходит. Но на самом деле это обман. Это очень хитрая ловушка мозга. То есть ты так думаешь, у тебя это происходит, и вот эти мысли у тебя появляются. Ты так думаешь. Там ты как бы попадаешь, видишь все в общем, да? То есть такой способ... Ты видишь в целом, а изменения, они маленькие, их нужно уметь вот точечно увидеть, точечно. Как, скажем, много ягод, да, вот возьмем ягоды черники, вот представим их целый кошек, да, и в этой чернике есть 10 красненьких ягодок брусники. Но на фоне вот этой кучи черники эти ягодки будут там размываться. То есть, если будешь смотреть на чернику, по большому счету ты не будешь видеть этих маленьких красненьких ягодок. Вот так этот работает мозг. Он как бы от тебя скрывает вот эти маленькие изменения. Он их камуфлирует, понимаете? И вот здесь важно научиться именно избирательным мышлением вычленять вот эти маленькие моменты в изменении. Сейчас объясню, куда нужно обращать внимание. Первое, это на уровень понижения
твоего страха, тревоги. Вот это первый такой маркер, на который нужно обратить внимание. Это у тебя постепенно будет понижаться страх. А понижается страх, соответственно, понижается тревога. Соответственно, понижается тревога. Вот как это работает. Вот это первые маркеры, которые начнут проявляться и которые надо уметь заметить. Потому что еще до того, то, что рассказывала вот эта девушка, что у меня проблески пошли, то до этого еще далеко. Тебе нужно вот эти страхи пока проходить, эту тревогу выдерживать, чтобы потом со временем ты начали у тебя пробелы, плюс с мыслями работать, чтобы эти пробельчики появлялись. Поначалу, ну это я про глубокий невроз рассказываю. Поначалу ты все время в аду. Ты тренируешься, ну скажем так, ты барахтаешься постоянно в кипятке. Ты оттуда не можешь выскочить. Ты как бы тренируешься, сражаешься в этом кипятке. Просвета нету. Ты все время там варишься. Но постепенно ты оттуда будешь как бы выкарабкиваться потихоньку с этого кипятка. А потом уже ты уже в такую фазу переходишь, когда это все понижается, ты тренируешься дальше, начинаешь выскакивать. Ребята, там настолько хитрый мозг, он настолько хитрый, он настолько тебя вот ловит, он настолько тебя забирает. Вот эти мысли приходят, он тебя обманывает, люди в эту мысль верят, перестают действовать. То есть там мозг, как я говорил, он хитрый, как 100 индейцев. И он настолько хитер, что тебе, изучая все это, наблюдая, анализируя, видя, тренируясь и видя, как это изменяется, тебе нужно со временем научиться, скорее всего, стать хитрее его, чтобы он своими хитростями не мог тебя ловить на крючок, понимаете? Это как бы сказать, когда ты вот растешь, ну, скажем так, назовем ростом, ты тренируешься, получается, ты растешь постепенно вот в этом всем. Понимание, сознавание в тренировках, ты как бы растешь, ты набираешься опыта. Мозг сначала, он хитрый, он тебя все время ловит, он тебя обманывает, ты в него веришь, как бы ты. Но потом постепенно ты начинаешь становиться хитрее его. То есть ты на его уловки мгновенно разгадываешь и не даешь ему тебя поймать, понимаете? Вот там так хитро вот это все происходит, ну, настолько вот оно все, настолько оно, я даже такое слово скажу, как неподходящее, да, к тревожному расстройству, что даже интересно становится. Мне на каком-то этапе уже даже интересно становилось тренировать вот это все, понимаете? Как бы наращивать свои способности. Даже ты уже можешь ждать этих мыслей, чтобы еще раз потренироваться, понимаете? Пока ты еще до конца не вышел, ты даже можешь ждать мыслей, чтобы, а я еще раз потренируюсь. Вот мысль пришла, ты ее отработал. Понимаете, оно, когда ты тренируешься, ты переходишь... Вот почему я такое слово говорил, что я буду снова тренироваться. Дело в том, что когда я буду сражаться, ты как бы для мозга это формируешь, что это опасно, это страшно. А когда говоришь тренироваться, то идет восприятие твоего расстройства совсем по-другому. Постепенно оно начинает меняться, и у тебя уменьшается страх, ты это расстройство принимаешь. Но ты с ним работаешь, ты как будто в спортзал ходишь. Только в спортзале люди качают мышцы, а ты качаешь свой мозг, ты тренируешь свой мозг, ты учишься ими управлять. То есть ты начинаешь мысли как бы подчинять себе, чтобы они тебя слушали, чтобы ты ими управлял, этими мыслями. То есть ты формируешь такую способность управлять своими мыслями. Ты понимая, осознаешь, я могу эту мысль думать, могу ее не думать. Понимаете?
То есть мы выбираем. К человеку мысли приходят разные, абсолютно. И есть у некоторых людей из-за незнания, заблуждения, вот люди попадают в ВКР, обсессивно-компульсивное расстройство, и много набожных людей. Потому что им родители, например, тоже набожные, говорят, вот тебе не должны приходить вот богохульные мысли. Но они так ребенку говорят, не понимая того, что к человеку в голову приходят мысли разные. Позитивные, негативные, тревожные. Разные мысли. Но, то есть мы не можем выбрать, какие мысли, чтобы к нам приходили в голову. Но мы можем что сделать? Мы можем выбрать, думать эту мысль, либо отделиться от нее, или пропустить мимо, дистанцироваться. Либо не обдумывать эту мысль. Вот это в наших силах, вот это мы можем делать. То есть, и вот это и есть по факту, мы начинаем управлять своими мыслями. Понимаете? Вот. Так, что-то остановились, вопросов больше нету. Больше по вашему каналу месяцев 5. Так. А кстати, какие у нас тут тоже страны как бы собрались? Да. Когда всегда спрашиваешь, подписывайтесь, чаще говорю. Тоже вы поддержите. Так, ну вроде бы YouTube не подвис, вроде бы все идет. Да, задавайте вопросы. Слышно, спроси нас? Э, Слышите? да. Да, цифра меняется, есть люди. Еще, да, не забывайте как бы ставить лайки. Контроль постоянно. Да, Есть и поддерживать канал. Работать и вместе тренироваться. Работать и... Ну, я понял, работать и одновременно тренироваться. Да. Дело в том, смотрите, работа, оно тоже будет играть на руку, потому что это естественное переключение, понимаете? Это естественное переключение. Но все равно вот здесь нужно понимать и осознать, когда я переключился, когда нет. Потому что вы можете работать, но крутиться в своем мозгу. Вы можете крутиться в своем мозгу, при этом ты вроде бы работаешь. Понимаете? Вот такие вещи надо понимать. Надо понимать, что значит, что я переключился. Осознать это. И когда ты вот это видишь в себе, что значит переключиться, тогда ты начинаешь понимать свои цели и задачи. Понимаете? Как это работает? На мысли, на мышление, на мозг также можно ругаться. Когда вот оно включается, я помню, как выругались, хватит, я тебе сказал. То есть со злостью на эти мысли, они бац, куда-то разбежались. Я такой стою, думаю, оба, нифига себе, исчезли. Понимаете? Но когда ты на них ругаешься, ты в этот момент не обдумываешь эти мысли. Вот. Так. Что-то активность упала. Вопросов никто не задает. Вопросов. Не, ну 10 человек, но вопросов никто не задает. Так. Спрашивайте, рассказывайте про себя, откуда вы тоже. Все-таки есть. Меня выкидывало, и я все заново начинала делать. Вот еще такой интересный момент. Вот многие вы будете пить препараты. Вы будете пить препараты, одновременно начинаете тренироваться, и потом будет такой страх, да? Будет страх бросить пить препараты, потому что будут воспоминания приходить, вот как с тобой было. Понимаете? То есть там вот разных таких моментов происходит, которые тоже надо отрабатывать. Как бы переубеждать себя. Что это не так, как ты думаешь. То есть, когда мы встраиваем в себя убеждения мы встраиваем через проговаривание. И когда мы себе говорим, то мы со временем начинаем в это верить. То есть, то, что мы себе говорим, со временем это становится нашим убеждением. Мы начинаем это верить.
Как преодолеть агорафобию? Агорафобию преодолевается поведенчески. Да, страх ходить или ездить далеко от дома. Вот у вас это такой распространенный момент. Вот, а почему вы боитесь ехать далеко от дома? Потому что в вашем понимании, например, у меня дома есть таблетки, если что, я быстро прибегу, там таблетку выпью, и я как бы сам себя спасу, да? Вот такая какая-то есть идея. У меня была девушка с Украины, у нее был страх далеко от больницы отойти. Потому что в ее сознании, понимании было, что если я нахожусь возле больницы, то в случае чего меня тут же сразу спасут. Понимаете? И поэтому человек уже как бы на подкорке, да, на подсознании, он боится далеко вот отойти от какого-то места, от того места, от которого по его мнению, что это место для меня спасение. Вот. Далеко от дома. Поэтому смотрите, как делается, Наталья. Вот вы отъезжаете, да, у вас все, начинается страх, вот вы отъезжаете от дома. У вас начинается страх, вы отъехали, перетерпливаете. Вот осознанно перетерпливаете страх, то есть у вас все, пошла тревога вверх, от тревоги, соответственно, пошло там разное проявление, тебя там колотит, там спазмирует что-то. Ты выдерживаешь, потом тебя начинает отпускать. И ты делаешь вывод, что с тобой ничего не случилось. Потом все, тревога пошла спадать, и ты делаешь вывод. Ну вот я отъехала, а со мной-то ничего не случилось. Но если у вас сильный страх, то вот как бы отъехали, выдерживаете немножко, потом все, как бы вернулись. Если, потому что смотрите, что будет происходить. Сама тревога, она сильно выматывает. Она человека очень сильно выматывает. Поэтому если страх сильный страх, соответственно, будет тревога сильная. Может, хотите чайку сделать, попить. Будет очень сильный страх, тревога. И до конца проходить у тебя получится, ты сильно вымотаешься. Поэтому чувствуйте по себе. Если вот выдерживаете, чувствуете, что вот, ну, вымотанность такая, что то как бы вы вернулись обратно в эту зону, где вас отпустит. Но не используйте это для охранительных целей. То есть не от страха назад возвращайтесь, потому что когда ты от страха назад возвращаешься, то в мозгу вот эта ситуация, она и остается опасной. Понимаете, как это работает? То есть вот это самая ошибка людей, что они делают избегание. Они от страха переключаются. А когда ты от страха переключаешься, это называется избегание. Вот. Но когда тренируешься, у тебя сначала будет больше раз от страха получаться переключаться, меньше раз не от страха. Но понимая цели и задачи, тренируясь постепенно, ситуация начнет меняться. Ты уже там будет 50 на 50, ты, ну, равномерное количество там от страха переключился и не от страха. Но потом со временем ты все больше и больше, то есть это начнет увеличиваться, ты будешь уже переключаться не от страха. В силу тренировок оно все будет накатываться, и человек уже как бы переключается меньше раз от страха, чем не от страха. Вот как это работает. Поэтому, если страх у вас сильный, когда вы выходите вот в зону, по вашему мнению, вашего мозга, в опасную зону для него, и увеличивается страх, тревога, если чувствуете, что она, ну скажем так, не сильно вас, ну скажем, ну как бы сказать не сильно, оно все равно работает и тебя как бы опустошает. Ну будете чувствовать по себе, выдерживать как бы. Выдерживать, потом выходишь, потом снова это повторяешь, отдохнул, немного восстановился, снова эти действия повторяешь. И вот
Входя каждый раз, ты анализируешь, что с тобой ничего не случается, ты не умираешь ничего. И вот так постепенно, через анализ, осознавание и понимание, у тебя все меньше и меньше страха будет становиться. Вы увидите, что, то есть вы это увидите по уровню вашего страха. Когда начнет понижаться страх, он меньше будет, меньше. Соответственно, тревога у вас будет меньше, меньше, меньше. Вот так это работает. Ну, пей ты, я. Можем отлучиться попить, как бы. Пока активность припала, как бы люди не пишут. Ну, сейчас Вот. с 7 где-то начнется. Ну да, сейчас еще с работы приходим. Как бы тоже тяжковато все равно. Бубу говоришь. Тело не трясет, хорошее настроение, можно не надеяться, что я на пути к выходу. Больше по вашему каналу. Месяцев 5. Вы так все четко рассказали, ни разу не состыка. Как преодолеть агорафобию, страх ходить или ездить далеко от дома. Спасибо большое. Ну вот, все. Смотрите, здесь, в этом расстройстве, один из ключевых главных моментов – это анализ. Анализ, вот ты сделал действие и анализируешь, что и как с тобой было, понимаете? Это важный вот этот момент. Потому что если ты не анализируешь, у тебя ничего не будет меняться. Этого расстройства идти тренироваться. Каждый раз хочу до 10 или поспать, но в 6-7 утром сон исчезает. У меня постоянно каждый раз хочу до 10 или 11 часов поспать, но в 6-7 утром сон исчезает. Постоянная тревога. А вот скажите, пожалуйста, от чего вы хотите поспать до 10 или 11 часов постоянно? Наоборот, у меня постоянная тревога. Каждый раз хочу 10-11 часов поспать. Ну это дня, я понимаю, поспать до 10-11 часов. Ну да. Утром. Оно просыпает 6 Нужна, смотрите, вот, как вас зовут, ничего не написано. Какая у вас мыслительная трактовка? Ум как в тумане. От чего? Можно что-то сделать, чтобы было яснее, а тем более тренироваться. Другие люди уже пишут. Да, это другой человек написал. Найдите свою трактовку, мыслительную трактовку, которая вызывает у вас тревогу. И я думаю, вот эта причина будет, что я должен спать там до скольки-то часов, я должен высыпаться, потому что если я не буду высыпаться, это для меня плохо. У меня такая ерунда была. То есть у меня такая трактовка была, которая вгоняла у меня в страх, тревогу, понимаете? Я должен спать, а заснуть я не могу, и это меня усиливало. Особенно, когда приходил вечер, включали свет, ну, в квартире включали свет, то есть семья дома, да, двигаются, свет включают. И вот включение света у меня сразу эта ситуация, мысль, что скоро спать, а я спать не могу, и все. И вот у меня начинала усиливаться тревога. И чем ближе вот это время ко сну приходило, тем сильнее у меня была тревога, страх. Ум как в тумане. От чего? Можно что-то делать, чтобы было яснее, а тем более тренироваться. Спасибо. Смотрите, ум как в тумане. Это, похоже, это проявление дереализации. Дереализации. Что такое дереализация? Дереализация — это по факту ваш организм, да, мозг начинает вас защищать. То есть мозг начинает как бы защищать сам себя, чтобы не воспринимать остро вот эти мысли либо ситуации. И поэтому у человека получается туман, и этот туман, он не дает острого восприятия. А соответственно на дереализации, если у тебя нет острого восприятия, то ты не можешь нормально как бы сфокусироваться. Точно так, как и на тревоге, понимаете, человек не может сфокусироваться. Вот, поэтому давайте с вами проведем эксперимент. Так, куда-то убежал этот вопрос, чтобы было яснее. Вот смотрите, вот обращаюсь к человеку, который написал про туман в мозгу. Вот присядьте, сейчас вот есть возможность у вас присесть.
Ну, там диван, кресло, там куда-то присесть. Теперь что делаете? Вот смотрите, дальше что вы будете делать? Берете ладошку, вот, руку, да, берете руку, закрываете глаза, прилаживаете ладошку к глазным яблокам, да, то есть вот оно происходит, вот вы приложили. И нажмите только не сильно, чтобы там, скажем, не выдавить все глаза. То есть легкое такое нажатие, но немножко на глазные яблоки. Бум, нажимаете. И вот посмотрите себе в голову, что там происходит. Там будет либо темнота у вас в мозгу, вот вы смотрите туда, у вас будет темнота, вот смотрите, сейчас, если вы сделали это упражнение, смотрите туда, либо такие, как бы конфетиль такая будет, какие-то звездочки блестящие, там могут разноцветные в мозгу там летать, бегать, как бы такие, всякие рюшечки такие разноцветные. Вот немножко побудьте, понаблюдайте, посидите, посмотрите вот за этой конфетилью, там понаблюдайте за звездным небом в своем мозгу, там как звездное небо может быть. Вот, понаблюдайте. Теперь отпускайте руку. Вот немножко времени проходит. Ну вот, обратите внимание на туман в голове. Возможно, уже не такой туман, уже как бы чистота немножко есть. Может быть такое. Вот этот прием, он хорошо использовать вместо транквилизаторов, которые воздействуют на мозг, на наши мысли. Вот таким способом ты отключаешь себе мыслительный процесс. Я так делал, а потом я темноту вводил себе, я запоминал эту темноту и через воображение закрывал глаза и представлял, вот как будто все, я погасил у себя там лампочку. Это как бы, вот если взять и в комнате погасить лампочку, это то же самое будет. Ты как бы гасишь свой мыслительный процесс, ты его как бы отключаешь. Вот этим приемом ты можешь отключить себе мыслительный процесс в мозгу. Понимаете, какие интересные вещи происходят? Какая там взаимосвязь, мне сложно сказать, но вот от нажатия на глазные яблоки там что-то как-то срабатывает, да, и у тебя отключается мыслительный процесс. У тебя возникает либо темнота, либо там будут такие всякие цветные штучки летать. Да, что-то есть, спасибо. И вот вы попробуйте как бы это практиковать, но смотрите, сейчас я вам объясню. Это будет... Это как прием, как бы отдохнуть, понимаете, вот от этого, блин, в башке вот этого всего. Но это не главный инструмент, который вам поможет, как бы, который выведет с этого состояния, вы осознаете, да, это всего лишь я вам дал один ключ с целого набора, То есть в работе с этим расстройством нужно приобрести то, что я рассказываю, через тренировки, много ключей. Потому что каждый ключик, ну, в образе давайте возьмем языком автолюбителей, я рассказываю, как бы механиков, да, ключи там, рожковые, головки накидные. То есть то, чем откручивать там болтики, всякие болтики, винтики, да. То есть ключ там 10, 12, 14. Вот точно так в этом расстройстве на каждую ситуацию нужен свой прием. Это сначала идет, вот я вам объясню, как это происходит. Сначала идет приобретение этих приемов. То есть ты их неудало как-то делаешь, у тебя больше раз не получается, чем получается, это все происходит хаотично. Вот это как примерно, дай-ка, Слава, маркеры еще. Ну маркерами тут не это самое, как бы не покажешь. Это примерно я вам сейчас объясню. Вот у меня тут детские какие-то карты, да? Вот детские карты. Вот смотрите, давайте представим, вот карты, да, вот цвет зеленый, желтый, синенький, вот красненький,
синенький, да, вот синенький. То есть давайте представим, что каждый цвет, да, это инструмент, отдельный ключ, отдельный ключ. Так что вот происходит? Вот сначала человеку даешь ключ, один ключ, он его пробует применять в какой-то ситуации, он этот ключик там пробует применять. Вот у него один есть, он потихоньку его осваивает. Даешь второй человеку ключ, он уже к этому прибавляет, пробует освоить. Даешь четвертый ключ, то есть третий ключ, потом даешь ему четвертый ключ, там, даешь пятый ключ, и вот так даешь ключи. Но как человек применяет? У него вот эти ключи, да, у него вот эти все ключи, они вот так у него хаотично разбросаны. То есть в твоем мозгу вот эти ключи, они там вот абы как валяются, и ты когда там хватаешь вот любой ключ, начинаешь торкать его в какое-то упражнение, вообще хватаешь не тот, который надо, его торкаешь. Но постепенно с тренировками, все, ты начинаешь эти ключики, вот как бы берешь их и начинаешь разлаживать по полочкам. Вот ты ключики эти начинаешь разлаживать по полочкам. То есть каждый ключик ложишь на свое место. Вот берешь, ну ладно, эти как бы откинем. Вот берешь и начинаешь эти ключики разлаживать. Вот желтенький ключик ты положил, вот это их полочка. Вот сюда ключики эти, вот зелененький ключик, то есть отдельно ложишь. Вот красненький ключик, ты отдельно ложишь. То есть ты начинаешь постепенно эти ключики сортировать по полочкам. Для чего? Для чего? Через тренировки, чем больше тренируешься, у тебя лучше получается. Ты потом без всякого труда, особого труда, без страха, там, паники вот этой, которая поначалу у тебя все время возникает, раз у тебя там мысль появилась, там, у тебя свой прием на мысли. Ты берешь этот ключик спокойно, чик, применил его. Раз, у тебя, например, телесное пошло, вот жало тело в тонус стало. У тебя свой прием на это. Ты берешь этот ключик, приемчик этот, чик, его применил. Потом у тебя еще чего-то. Ты берешь следующий ключик. Спокойно, чик, его применил. И когда вот эти ключики у тебя начинают лежать по полочкам, вот тогда у тебя страха и нету. Все. А пока ты их приобретаешь, вот эти все навыки, то у тебя получается все эти ключики, они вот так хаотично разбросаны. И когда у тебя что-то происходит, ты как бы на панике. Что мне? Вот такое у меня было. Вот ты, все, накрутка пошла, что про меня? Что? Потом я помню, стоп, хватит, да, я подумаю. Но это меня не с первого раза получилось. Я как бы пробовал, я понимал, что на наши мысли тоже можно ругаться, кричать. То есть, когда они тебе не нравятся, ты на мозг как бы ругаешься, чтобы он перестал это делать. И когда у меня вот эта паника, накрутка такая, какой прием, какой, я в какой-то момент начал, стоп, хватит, да, я подумаю. И я помню эти мысли, такой, пух, куда-то исчезли. Оба-на, я стою, мне не надо прием применять, понимаете? Но вот эти все приемы, когда ты их накатываешь, то есть ты их приобретаешь через тренировки, то постепенно, чем лучше у тебя получается ими пользоваться, применять, у тебя меньше страха становится. Чем меньше становится страха, соответственно, становится меньше тревоги. Потому что наша тревога, она из-за страха. Чем сильнее страх, тем сильнее тревога. Вот. Завтрашний день, я это понимаю, но не могу менять это мышление. Оно делает свое, мозг. Так, Адил, смотрите, сейчас мы по порядку, потому что тут сейчас дойдем до вашего следующего вопроса. Так, где мы остановились? Так, да, канал. Ребята, не забывайте поддерживать канал.
нас как бы финансово, по возможности, кто сколько может. Вот. Карточка Так, закреплена. идем дальше. Работать вместе, тренироваться. Так, спасибо большое. Зарабатывать деньги, не боясь этого расстройства, идти тренироваться. Так. У меня постоянная тревога каждый раз. Хочу до 10-11 спать. Вот на этот вопрос я вам ответил. Так, ум как в тумане. На этот вопрос тоже ответил. Так, добрый вечер вам из прекрасной страны Армении. Армении, всех армянских народов, а именно от меня и город Гюмри, второй город в Армении. Приезжайте, увидите в Армению. Спасибо большое. Я знаю, что Грузия, Армения, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, там очень хорошие люди, душевные, гостеприимные. Просто есть у меня знакомые оттуда, здесь у нас они в Беларуси живут, но сами уроженцы. И есть и грузины, и армяне, и очень хорошие люди. Поэтому я знаю, какой вы гостеприимный народ. Но, а чем черт не шутит, может, когда-то и приедем к вам. Почему нет? Почему нет, я только за буду. Так. Да, что-то есть, спасибо. То есть этот прием человек... И вот его используйте. Кстати, когда вот руминация, вот она у тебя выматывает, да, вот это крутит себя, крутит, используйте этот прием. Вот то, что я показал с глазами, как бы. Это будет вам давать такую передышку будет давать. Вот. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте, Казахстан. Без обид, я раньше смеялся над теми, кто к психологу ходит. Думал, это чепуха. Но сам нынче 3 раза к психологу сходил, теперь по-иному смотрю на себя, на свои проблемы. На жизнь по-другому стал смотреть. Кстати, вот это вы рассказываете, интересная история. Мне рассказывала Анна, которая меня выводила с этого состояния. К ней ходила женщина с паническими атаками. То есть она ее консультировала, выводила с этого состояния. И муж этой женщины, он постоянно как бы жену свою, ну скажем так, ее как бы подковыривал как бы, ну, что ты там по типу, вот какая психология, что ты вот ерундой занимаешься. То есть, ну, как-то вот таким способом, ну, скажем, не очень тактическим, таким хорошим, со своей женой вот так он вел себя. И что произошло, интересно, спустя год или 2, этот самый мужчина, муж вот этой женщины, пришел к Анне тоже с этой проблемой. Понимаете? Вот. Поэтому это еще раз поговорку доказывает, не плюй в колодец, придется напиться, да? Не смейся над другим, потому что можешь сам туда попасть, как бы. Понимаете? А это может и есть такое, вселенная наказывает, когда ты себя вот так ведешь, да, и, ну, человека как бы принижаешь там над ним каким-то способом, да, и потом вселенная делает так, чтобы ты побыл в его шкуре. Понимаете? Это тоже может такое быть. Вот. Вот. Такие вещи происходить. Так, идем дальше. Ночью перед сном мысли о завтрашнем дне. Мозг искажает завтрашний день. Я это понимаю, но не могу менять это мышление. Оно делает свое. Смотрите, мысли про завтрашний день, да, на тревоге будущее у нас искажается, то есть тревога влияет на наше мышление. Мне еще надо знать, какой интенсивности у вас мысли, какая скорость ваших мыслей, чтобы вам дать рекомендации. С какой скоростью у вас вечером идут мысли. То есть это поток, либо это как обычное мышление, вот мысли приходят. Как вы это видите, скажите мне. Адил, как вы это видите? Как у вас идут мысли? Мне нужна ваша скорость. Это поток, либо это
обычная скорость. Вот пришла Ольга мысль. Валерьевна, 300 рублей, спасибо. Спасибо вот человека, как Ольга бы, Валерьевна, Ольге Валерьевне, спасибо большое. 300 рублей. Так, ну пока Адил не отвечает, мне нужно скорость ваших мыслей знать. Смотрите, два момента у меня было. Когда мысли идут на большой скорости, с ними ты их можешь только отодвинуть, либо отойти от них. Думаю об одном и том же. Ага, понял, все, значит, отхожу от... Это, смотрите, это называется у вас жвачка. Вы начинаете крутить свои мысли. Вот ты начинаешь крутить свои мысли. Что я делал? Я научился их останавливать. То есть вот ты начинаешь, тебя это как жвачка работает. Вот оно включается у тебя, все, ты начинаешь думать. Ты ведешь мыслительный процесс, ты их думаешь, как бы вот они появляются, все, ты пошел думать. В этот момент говоришь, стоп, хватит, я об этом подумаю потом. И переключайтесь, фокус внимания смещается на подушку. Вот какая она тепленькая, как она прикасается к вашей голове, понимаете? Снова они появились, снова оно включается, снова говоришь, стоп, хватит, я об этом подумаю потом. Только не делайте это от страха, не убегайте от них убегать не надо. Их надо научиться останавливать, останавливать этот мыслительный процесс. Если эти мысли у вас идут с той скоростью обычной, вот ты просто их крутишь, как бы обдумываешь, вот они крутятся у тебя. Есть еще большая скорость, это очень сильный поток, вот интенсивность, у тебя мысли как будто летят. Вот в этих ситуациях их надо отодвигать, вот ты как будто отходишь от этих мыслей и становишься наблюдателем. Ты как бы пропускаешь их мимо, как проезжающая мимо тебя электричка, либо как бегущая строка. Ты как бы дистанцируясь, отходишь от них. Я видел такие вещи, я мысли видел вот в 2 сантиметрах от своего мозга, вот от черепной коробки. Вот примерно вот шел поток, вот шел мыслительный поток, да, мыслительный поток, вот они. И я их вот видел перед собой, но они были вот здесь, перед лбом, вот префронтальная кора головного мозга. Дело в том, что я думаю, что мыслительные процессы у нас идут вот здесь, как бы в головной коре, отчасти, да, вот это, вот здесь находится, как это, префронтальная кора головного мозга, происходит мыслительный процесс. Значит, теоретически, вот я видел мысли перед собой, то есть я их мог отодвигать, и второй у меня момент был, я сидел вот здесь у себя в затылке и видел, что у меня происходит в лобной части. То есть я не видел свой мозг, да, а я мысли видел, как они идут. То есть вот здесь я сидел, находился здесь. Как это происходит? Мне тяжело на это ответить. Но я это видел реально. Потом я снимал это, мне Анна объяснила, как убрать вот эту, как, скажем, как мне перестать контролировать свои мысли. Но я реально видел себя вот в затылке, вот где-то в задней части мозга. Ты сидишь вот, ты как бы вот здесь сидишь, а видишь, что у тебя вот здесь происходит. Вот это, я думаю, называется отойти от мыслей. То есть мысли у тебя есть, но ты отошел от них, ты сдвинулся, ты как бы вот сюда зашел. А есть прием отодвинуть мысли. То есть мысли как бы вынести со своего мозга, видеть их перед собой. Вот. Поэтому смотрите, от интенсивности скорости ваших мыслей применяйте прием. Если они идут, ты как бы в руминации крутишься, жуешь вот как бы жвачку, вот ты все время думаешь про работу, а не крутишь, то останавливаешь и переключаешься. Если это поток идет сильный, быстрый, вот он очень скоростной такой, они как бы летят. Вот тогда все, отходишь от них и мимо пропускаешь как бы. Понимаете? Еще такой прием интересный. Я, кстати, Алексей, по-моему, применял или кто-то. Это хлопки глазами делать. Вот, кстати, вот мне пришла идея эта, я не делал, но оно будет тоже работать. Вот когда мысль появляется,
ты как бы глазами ее скидываешь. Вот ты моргаешь как бы специально, тун, ты как бы ее бум-бум убираешь как бы эту мысль. Можете попробовать, мне даже интересно будет. Я такого не делал, я до этого не дошел, но мне человек рассказывал, когда я помогал, он как бы делал, он глазами как бы мысли скидывал там и хлопками глаз как бы их убирал. Я думаю, это тоже будет работать. Так, думать о одном и том же. Ну да, это и есть жвачка, это и есть, ты вот гоняешь ситуацию по кругу. Но смотрите, у вас еще может момент, если у вас должествование, у вас ситуация может пройти, вот ситуация произошла в реальности, произошла. Она произошла и прошла. Все, вот она прошла, вы там дальше пошли. Но вы в своем мозгу вы будете жевать ту ситуацию, которая прошла раньше. И человек может ходить день жевать эту ситуацию, может два. Он никак не может отпустить эту ситуацию. У меня такое было. Я потом понял, как их быстро отпускать. И я эти ситуации отпускал. То есть я тренировался, и потом мне получалось сразу отпускать эти ситуации. Но когда я уже изменил свои убеждения, у меня эти жвачки не возникают. Все. Они перестали у меня возникать. А эти жвачки возникают именно из-за убеждений. Из-за убеждений. How are you? Кто ты так? How are you? Кто ты такой? Да. I'm is Александр. Go to тревожно-депрессивное расстройство. Вот, по-моему, какой-то иностранец. Если не прикалывается, то мы ему тоже ответили. Я еще, видите, помню английский язык, хотя уже 30 лет назад учил. Какие-то слова помню. Вот. Психолог мне сказал вот о чем, что прошлое надо забыть, а будущее неизвестно. А надо делать здесь и сейчас. Все, что сделаешь сейчас, хорошие дела, действия, попытки, это как хороший депозит для будущего. Не объяснила, как. Понимаете, ну, в принципе, исходя из моего понимания, психолог вам, в принципе, объяснил правильно, так как понимает он. Только дело в том, что человек в тревожном расстройстве, он все принимает буквально. Вот буквально, как ему сказали. Вот смотрите, сейчас цитирую вашу фразу. Психолог мне сказала вот о чем, что прошлое надо забыть. Так, и что делает человек? Приходят мысли прошлого, да, воспоминания, вот что с тобой было вчера, вот оно приходит. И что ты начинаешь делать? Ты начинаешь пытаться забыть, это не думать эти мысли, забывать. Ой, как забыть? Ты начинаешь убегать от них, мне не надо их думать. Все. Ты попадаешь в ловушку, ты начинаешь сам себя загонять. Попытка про что-то не думать, это и есть то, что ты про это думаешь. Понимаете? И скорее всего, психолог, она-то не может понять, как думает человек в тревожном расстройстве. Понимаете? Они многие не понимают. Тот, кто в этом не был, как правило, то это тяжело понять, как это происходит. Да, они берут методички и по факту, да, они говорят правильно, но они не могут понять, как думает вот этот тревожный человек с вот этими шаблонами идеальности, точности, понимаете? Ты буквально воспринимаешь эти слова. И соответственно что? Вроде бы психолог теоретически сказал все правильно, но он тебя начинает загонять в другую ловушку. Это попытки не думать про это. Это попытки забыть это. Это невозможно сделать. Мозг человека, он все время пишет. Он все время пишет. Где бы мы ни находились, мозг все время пишет. И оно все залетает туда. Оно все туда сгружается в нашу библиотеку. Понимаете? Как можно забыть? Вот как можно забыть? Это надо, чтобы тебе кувалдой по голове дали, и тебе там что-то отключилось, чтобы ты амнезия, да, память потерять, тогда ты забудешь. А нормальному человеку забыть невозможно. То, что с ним было, ты это не забудешь.
Просто вспоминать мысли про эти воспоминания, они, скажем так, чем дальше, тем реже появляются. Как воспоминания, понимаете? Вот. Но забыть ты не можешь. А что у вас происходит? У вас происходят мысли прошлого, это воспоминания вашего состояния. И они вызывают у вас тревогу и страх. А мысли будущего, находясь в тревожном расстройстве, у тебя негативное прошлое, да? А значит, твой мозг тебе плюс воздействие тревоги на мозг, он будет тебе рисовать точно такое негативное катастрофическое будущее. Будущее, да? Это почему казаки-характерники не боялись смерти. Вообще казаки не боялись смерти. Они в бой шли с голым торсом, да, против ружей, турок там и сабель. Потому что их предали братья-славяне, а впереди их ждало рабство. И они выбирали смерть. Вот точно так и здесь работает. У вас, смотрите, будущее искажено. Вот у меня... А прошлое негативный опыт. И поэтому с мыслями нужно вот эти мысли научиться отделяться от них, убирать эти мысли, когда они появляются. А они будут появляться постоянно. Они будут появляться постоянно. Вот где-то моя табличка, я ее уже давно рисовал, и я ее показывал в своих роликах. Вы просто не смотрите ролики канала, я там много о чем рассказываю. И ваши вопросы, ответы уже есть все на канале. Просто смотрите внимательно канал. Вот эту табличку я рисовал. Вот давно уже, ей уже сколько, года 3. Видите, вчера, сегодня, вот это и есть ваше здесь и сейчас, и завтра. Вчера у вас негативный опыт вашего состояния, и эти мысли вызывают страх и тревогу. Будущее под искажением, тревога влияет на мышление, плюс негативный опыт. Значит, что мы получаем негативную картину, катастрофизацию, там все будет плохо, все закончится плохо. Кстати, мысли будущего очень сильно деморализуют. У меня так было. Они у меня вообще выхолащивали, забирали силы. Я падал в отчаяние. Именно мысли будущего, завтрашнего дня, потому что у тебя такое понимание, что ты в замкнутом кругу. Так вот, от этих мыслей прошлого и будущего нужно отделяться и переключаться в момент здесь и сейчас. В момент то, что вокруг тебя. Человек не тревожится только в моменте, когда он находится в моменте. Понимаете? Только тогда он не тревожится. Ну, я исключаю такие моменты, если, например, на тебя собака нападает. Да, ты вроде бы здесь и сейчас, но ситуация. Ну, сами понимаете, то есть для тебя опасная, конечно, ты будешь тревожиться. Я имею в виду спокойная ситуация здесь и сейчас. Вот ты дома, там, еще где-то. Вот оно как работает. Вот это главная ловушка. Мысли вчерашнего и будущего, они постоянно к тебе приходят. И вот это человека забирают эти мысли. Понимаете, как оно работает? Вот. Здесь еще что сделаешь сейчас, хорошие дела, действия, попытки, это как хороший депозит для будущего. Вот. Вот, надеюсь, ответил на вопрос. Но я так понимаю, это у нас женщина будет. Вот задал этот вопрос, как ей сказал ее психолог. Вот я вам объяснил, чтобы у вас было понимание, как это работает. И вот мысли, знаете, вот там такие вещи, блокировка мыслей там возникает. У меня все было это. Блокировка, убегание от мыслей, попытка не думать мысли. Это все ловушки. Блокировка мыслей вызывает напряжение. Объясняю почему. Если ты блокируешь свои мысли, либо подавляешь мыслительный процесс, то мозг это воспринимает как опасность. То есть мысли эти опасны для моего хозяина. Почему? Так если бы они были не опасны, хозяин бы не боролся с ними, он бы не пытался их заблокировать, он бы не пытался их подавить.
блокировка и подавление мыслительного процесса, оно вызывает напряжение. Вот зачастую люди это делают. Они пытаются заблокировать, либо подавить, либо попытка не думать про что-то. Но это же на самом деле интересная ловушка. Если ты пытаешься про что-то не думать, это и есть ты думаешь про это. Понимаете? Вот, например, ой, мне не надо думать про собаку, она опасна. Ой, мне не надо думать про собаку, она опасна. Это и есть ты думаешь про эту собаку, понимаете? Вот. С мыслями не надо бороться. С мыслями надо научиться работать. Надо научиться дистанцироваться от них, разделяться с ними. Есть разные способы разделения работы с мыслями, понимаете? Чем больше ты борешься с мыслями, тем больше ты устаешь. Точно так и с тревогой. Чем больше ты борешься с тревогой, тем больше ты выматываешься. Выматываешься. Про канал скажи, что подписывается. Так, Слава, еще иди-ка. Сейчас Слава вам еще объяснит, как, ну, у кого есть желание помочь нам, ну, как бы быть участниками, чтобы мы продолжали работать, как, ну, переводить средства денежные на те или иные, как бы, структуры там, или как это сказать? Платформа. Платформы, да. Те или иные платформа, хорошо. А я сейчас переключу чуть-чуть по-другому. На себя переключу, чтобы показывать вам. Так, мы заходим, да, допустим, подписаны на Александра. Невроз. Так, сейчас мы ищем невроз. Так, мой невроз. Ну, сейчас подписку. А вот уже просто все. Нет, канал подписки моей нету почему-то. Я только что ее видел. Сейчас дай мне свой вот телефон. Сейчас я с другого вам телефона расскажу. Вот, заходишь, все, Смотрите, нажимаешь. ну, мы зашли мы в YouTube. Там же отключено в полете. Сейчас я включу. Ты на своем канале надо переключить канал. Сейчас он переключится, я сейчас вам все расскажу. Не забывайте поддерживать наш канал. Ссылочка в профиле у нас закреплена. То есть вы можете на Сберкарту закинуть. А также есть ссылка на Boosty. Там вы можете как задонатить, так и подписаться на программу по выходу из тревожного расстройства. Сейчас я сменю аккаунт, чтобы мне было легче работать. Так. Все просто в галерею заходи, все это. И галерею. Сейчас, да, все. Вон, Вот, всё, заходите на главную страницу, вот видите, мой невроз. Здесь у нас есть, вот написано, смотрите. Сейчас еще раз вернусь. Зашли на главную страничку. Мой невроз. У нас есть вот здесь ссылочки. Вот он, ссылочка. Нажимаем на нее, донатим, ссылка. Оп, их появляется две. То есть поддержать канал. На одной будет поддержать канал, на другой задонатить. Есть вот курс по выходу из тревожного расстройства. Сейчас. Переключу. Сейчас просто буду видеть ближе. Сделаю. Неудобно было, лицевая камера видна.
Так. Курс по выходу из тревожного расстройства, а есть вы можете оставить донат. Допустим, хотите оставить донат, нажимаете «Оставить донат», вас перекидывает на ссылочку. Вот. Отправить донат. Все, здесь пишите сообщение, спасибо, пишите сумму там 100, 200, 300 рублей. Но бывает такое, что надо зарегистрироваться. У нас сейчас зарегистрирован, вам предложат сразу регистрацию. Вы регистрироваться можете, просто нажать на Google, на Яндекс, на Facebook. Через любую платформу вы зарегистрировались на канале, и вы сможете донатить. А также я сейчас вернусь назад в YouTube. Возвращаюсь назад в YouTube. Так, вот эта ссылочка, вот она. Раз на нее еще раз нажимаем. Курс по выходу с тревожного расстройства. Вот, мы заходим сюда, в этот курс. И чтобы нам пользоваться курсом, вот, здесь моя история. Тревога. И вот, чтобы открыть пост, нам надо подписаться на канал. То есть подписаться за 1000 рублей или просто открыть пост можно там за 85, здесь за 35 рублей этот пост. Вы можете открыть один, почитать. Там понравилось вам название, вы его почитали. Но если вы подпишетесь на канал и подписаться за 1000 рублей, так, 1000 рублей в месяц за подписку, вы пользуетесь полностью всем каналом, вот, пользуетесь каналом, и все короткие видео для вас открыты, вот, и вы будете находить свое нужное видео для себя на канале и пользоваться им, потому что многие из России не могут на YouTube, да, у них даже кнопочки нету, обычной кнопочки, ну, донатить, стать спонсором. Вообще она не присутствует. Здесь вот справа есть кнопочка «Стать спонсором». Ее нету у российских, допустим, пользователей. Поэтому они не могут даже как бы купить здесь выход из тревожного расстройства. Потому что вот заходим, вот главное в видео заходим, а есть плейлисты. Вот, плейлисты. Заходим в плейлисты. Вот, программа выхода из тревожного расстройства. В этой программе у нас только видео конкретно. 16 минут, 9, 2 минуты, 6 минут. И здесь вот рассказывается глубокий невроз, как увидеть в безвыходности выходность, почему не можем выйти с невроза. Тревога. Я не сломался. Никогда не сдавайся. Почему мне хуже всех? Что есть мысль? Панические атаки, как с ними справиться. Дереализация, деперсонализация. Когда ночью вырывается сна. Бессонница, головная боль, депрессия, негативное мышление, дистанцирование, негативные мысли, как враги. Как дать мысли образ, тревожные мысли картинки, 8-бальная тревога и ниже. Не жалей себя, тревога, тоннельное зрение, измерение давления. То есть это у кого кардионевроз, да? Вот они меряют давление, и все, да, все будут как бы доступны видео на YouTube, если у вас есть эта кнопочка «Стать спонсором канала». Ну, еще раз говорю, у многих россиян просто этой кнопочки нет. У пользователей из России у вас кнопочки нету. Поэтому получается, что вы не можете на YouTube купить вот этот вот плейлист. В плейлисте «Выход из тревожных расстройств». Вот, программа выхода из тревожно-депрессивного расстройства. Это есть такой плейлист. Поэтому переходите, еще раз говорю. Здесь есть ссылочка внизу. Вот написано ссылка. Нажал я на нее. Ой, секунду. Там написано Boosty to Psychology Donate. Нажимаете на нее.
снизу выскакивает две. Оставить донат или подписаться на канал. Чтобы подписаться на канал, вас перекинет в приложение Boosty. Вы в нем регистрируетесь, просто регистрируетесь, нажимая на свою Google, допустим, Google аккаунт на свой, он просто на него прямо вас регистрирует, и вы спокойно покупаете себе подписку на месяц, она стоит 1000, это буквально килограмм картошки, 2 килограмма картошки, как говорится, и вы пользуетесь полностью программой и работаете с ней. Потому что важная информация основной здесь на канале как таковой. Она есть, но она размыта. Она есть, но она размыта, ну, в больших прямых эфирах. Да. А там подготовленный полностью курс по выходу из тревожного расстройства. Вот, там видео, каждое видео по теме, в котором вы найдете свою... Они небольшие. Вот. Видео, да, я уже говорил, что они небольшие. 10, есть 2 минуты, 16, 20. Да, там суть. И каждый раз, когда вы будете смотреть, я тоже когда-то обращался к Александру, каждый раз, как вы его будете смотреть, вы будете все видеть по-новому, открывать для себя это. Вот. Сейчас Александр подойдет. Вот. Вернулся. Угу. Так. Все поняли, спасибо. Очки мои. Отлично. Вот, смотрите, ребята. Поддерживайте канал, не забывайте. Так, еще что я вам хочу сказать. Смотрите, как оно работает. Дело в том, что первый момент. Когда вы смотрите видео, вы находитесь, как правило, все будете находиться в тревоге. То есть у вас тревожность присутствует 24/7. Она круглосуточная. На тревоге очень тяжело сосредоточиться, понимаете? Значит, вывод отсюда вытекает. Очень тяжело понять, что там объясняют. Второе. Из-за своих схем мышления вы будете тоже находиться под искажением. От тревоги плюс от схем мышления под искажением. То есть вы можете смотреть сразу, но не понимать. Понимание приходит постепенно. Смотря даже один и тот же ролик много раз, вот по времени, через какое-то время снова его смотришь, снова смотришь. Постепенно у вас вот это, скажем, искажения, да, когнитивные искажения, они будут выпрямляться, ну, выравниваться, образно это я говорю. И вы будете, плюс понимание постепенно вам будет приходить. Осознавание, понимание, что, как, почему. И вы эти ролики уже будете видеть по-другому. Это у меня так было, ребята. Я рассказываю то, что было со мной, как оно происходит. Я все это потом анализировал, и я прекрасно это осознаю, понимаю, как оно работает. Я это видел. И кажется, вот смотришь один и тот же ролик, и тебе в какой-то момент вот раз как осознание приходит, вот как будто там чего-то бум срабатывает, бац, ё-моё, во оно как, а я, не мог понять, я не мог вникнуть, вот что этот человек мне пытается донести, как бы вот с этого ролика, что он пытается там объяснить. Понимаете, вот так это будет работать. Ты смотришь одно и то же несколько раз, там, даже не несколько, а десятки раз. И ты это начинаешь потом видеть по-другому, постепенно в процессе тренировок у тебя там все выравнивается, ты видишь это по-другому. Вот так это работает. Вот так это работает. Главное, не спешите. В этом расстройстве будет такой момент нетерпения у человека. Тебе надо все и сразу. Но это так не работает. Все и сразу это нигде не бывает. Это словно как ты ученик школы. Ты пошел, вот первый класс, ты туда пришел. Ты не понимаешь, ну образно, да, там тебе родители, может, рассказывали про эту школу, но ты ее воочию не видел. Ты приходишь, немного как не понимаешь, как тебе тут вести себя надо. Ты по старой привычке ведешь, не понимаешь, но постепенно ты эту школу изучаешь, понимаешь, ты понимаешь, что, зачем, куда, как, тебе рассказывают, объясняет учительница. Но ты же не можешь за 1 год, да, изучить 10 классов, правильно? Вот.
А поэтому что? Ты учишься 10 лет, это терпение. Это постепенно формируется привычка осознавания того, что быстро ты информацию не возьмешь. Кто будет пытаться быстро схватить информацию, то будет каша в голове. Он нахватается, у него будет там каша в голове. Это постепенный процесс. Постепенный процесс работы. Поэтому вот это вам надо осознать, что здесь скорость, она ничего не решает. Здесь нужно постепенная выдержка, постепенно вникать. И оно как накопительное. Ты по чуть-чуть, вот как берешь, например, картошечку к картошечке, картошечку к картошечке. У тебя уже 3 картошечки, еще картошечку, 4 картошечки. И вот так постепенно ты создаешь у себя багаж этих знаний. У тебя целая кошелочка получается этой картошки. Но картошечку ты по одной туда влаживаешь, 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 влаживаешь. Вот так это работает. Ты не сможешь эту корзину нагребсти сразу. Ты ничего не поймешь, ты не разберешься, ты каша в голове. Это постепенный процесс. Это обучение. По факту вот это обучение идет. Понимаете? Обучение. А сложность того, что ты в тревоге. А в тревоге тяжело сосредоточиться. Вникнуть тяжело на тревоге, понимаете? Поэтому постепенный процесс. Не пытайтесь вот так сильно так быстро сразу все схватить. Это не будет работать, поэтому не стоит пытаться это делать. Это постепенный процесс. Программируйте себя на длительную работу. Вот как я себе говорил, я буду тренироваться столько, сколько надо, потому что я не знал, когда я выйду с этого состояния. Временного промежутка я не знал. Поэтому я себя программировал, что у меня сил хватит настолько, сколько надо. Вот сколько надо, столько я буду работать. Но при понимании того, через анализ, при понимании того, что я выйду с этого состояния. Вот самое главное понимать, что ты выйдешь с этого состояния. Самое деморализует человека, когда к тебе приходит мысль, вот ты что-то пытаешься делать, делаешь, но ты видишь, что ты вроде бы стараешься, ты вроде бы делаешь, но ничего не получается. Тебе приходит мысль, что ты на всю жизнь то есть это тебе на всю жизнь. Вот это состояние на всю жизнь, вот это состояние мучения, вот это на всю жизнь. Поэтому нужно понять, что я выйду с этого состояния, но нужно время. Помните фильм такой, фильм, старый фильм про Шарапова, да, про Шарапова. Вот, блин, на языке крутится, а с головы вылетело. Когда он в банду его внедрили, он говорил: вы мне сберегательную книжку дайте, она будет мне душу греть, когда я пойду на дело, чтобы вот, типа, я знал, что вот у меня денежка здесь есть. Точно так и здесь. Вот эта мысль, что я все равно выйду с этого состояния, она тебе дает силы, она тебе дает потихонечку веру. Понимаете, она тебя как стимулирует, что да, я буду тренироваться столько, сколько надо, что все равно я выйду с этого состояния, рано или поздно. Самое главное понять, что я выйду. Я выйду с этого ада, сколько бы я лет в нем не находился. Здесь не важно, сколько лет ты находился, год, 10 лет, там, 20 лет. Просто кто дольше был, тому немного больше времени надо, чтобы все это исправить, искоренить, вот это вот старые убеждения, старые вот эти привычки поменять. Это надо больше просто время, потому что оно там укоренилось, пока ты это все выдерешь оттуда, вырвешь. А те, кто меньше был, тому надо меньше время. Но все равно результат для тех и для тех людей, он одинаков. Ты выйдешь с этого состояния в любом возрасте. И это уже подтверждено фактами людей, которые тренировались. Кто-то со мной ВКонтакте был, кто-то чисто по моим роликам, и они вышли с этого состояния уже в возрасте. И это неизбежно. С этого ада. Я вышел с этого ада благодаря и вашим видео. Продолжайте в этом же духе, простыми словами, без этих научных терминов, как у психологов. Мир вашему дому. Какой совет дали бы себе 18-летнему?
Какой бы совет дали себе 18-летнему? Такой интересный, конечно, вопрос. Я как бы... Знаете, что я вам скажу? В жизни, наверное, бы единственное, что бы я сделал, ну, может быть, и это не факт, понимаете, любой возраст, там свои привычки, свое поведение, свои общения. И воспринимайте жизнь, вот как вы прожили, ну, как вы считаете правильным, так и живите, как бы. Наиль Заватович, спасибо за поддержку канала. 200 рублей тоже закинул. Понимаете, советы, как бы советы давать, я скажу, наверное, это дело неблагодарное, понимаете? Каждый человек индивидуален, у каждого человека свои приоритеты, каждый человек, скажем так, свое видение. И давать совет это надо, наверное, намного, может быть, больше знать, чем знаю я, чтобы давать какой-то совет, поэтому я как бы отстраняюсь от этого вопроса по поводу совета. Но единственное, наверное, ну это теперь в моем понимании это развиваться. А развиваться это значит это читать, изучать. Ведь мы, люди, на самом деле созданы для того, чтобы творить какие-то смыслы, чтобы развиваться в плане духовности, вот, и в плане прогресса. Но вот как сегодня, да, прогресс идет, вводят ИИ, искусственный интеллект, делают роботов, да, вот роботы, вот представьте, роботы с искусственным интеллектом, вот, которые, они же не только будут гражданские эти роботы, будут и военные. И как Татьяна Черниговская говорит, а что вы будете делать, когда роботы решат, что вы лишние? Вы люди лишние на земле, да? Вроде бы ты ими управляешь, но не дай бог, если произойдет, что они начнут думать. Понимаете, в чем ИИ отличается от человека? ИИ это программа, робот, который работает по определенным алгоритмам, и в него загружены определенные знания. Они могут самообучаться только в плане это передавания друг другу некой информации. Да? Вот они в ситуации, они обучаются, информацию передают, но это тоже программа. Самое страшное, это если роботы начнут думать. То есть это думание. Интеллект. Вот если они начнут думать, тогда будет беда. Понимаете? Поэтому немножко в плане, что человек как бы пусть развивается духовно, а также в создании каких-то новых, уже материальных каких-то новых объектов, там так далее, самолетов, там машин и так далее. Но с этим надо тоже быть осторожно. Можно создать так, что это будет потом во вред себе, понимаете? Поэтому нужно думать. Так. Говорят, что человек без мечты не человек. Скажите, пожалуйста, если у вас мечта и как вы близки к ее исполнению? Это называется цель. Мечта – это и есть цель у человека. Есть такая песня «Воин света». У человека две жизни. Одна – это реальная, в которой ты живешь, а вторая твоя жизнь – это твои мысли, картинки, мечта твоя, то, чего бы хотел. Да, у нас есть слава и мечта, это чтобы больше людей узнали про наш канал, потому что он поможет многим людям справиться с расстройствами, которые находятся в них, а также обучить людей в будущем противостоять стрессу. Потому что сейчас мир развивается так, что идет один негатив, понимаете? И я думаю, ситуация будет только, я не хочу пугать, но будет только усугубляться. Во всех направлениях, экономическом и так далее. То есть, по факту, мы
мы будем находиться в постоянном стрессе, понимаете? И поэтому навыки, чтобы не потерять, у тебя не выбило почву с-под ног, это нужно научиться управлять своим мозгом. То есть научиться стрессоустойчивости. Без этого никак. Люди будут ломаться как спички. Неважно, это будут женщины или мужчины. Здоровые или нездоровые. Ломает здоровых, там, физически крепких мужиков как спички. Стресс. Ломает как спички. Поверьте мне. Вот. Поэтому наше желание, наша мечта, наша цель — это чтобы пошел канал. И, конечно, чтобы нашлись люди, которые помогли нам финансово, как бы смогли взять нас, как бы сказать, Ну, шефство, поддерживали как бы постоянно, шефство, да. понимаете, финансово, Помогали развивать да, его. финансовое шефство, чтобы дело в том, что причина, что мы не можем вот это чаще делать и так вести, это финансовая. Были бы мы в финансовой безопасности, все, мы бы могли буквально работать каждый день. Помогать людям каждый день. То есть давать информацию, подсказывать, объяснять, что как устроено, что как работает, чтобы люди могли тренироваться и духовно, внутренне становиться сильнее и сильнее. Чтобы их не мог выбить, переломать их никакой стресс. То есть вообще когнитивно-поведенческая терапия, да, КПТ, это изначально разрабатывалось как наука стрессоустойчивости. Это обучение людей стрессоустойчивости, чтобы люди умели справляться со стрессом. Потому что ломает человека стресс. А стресс происходит от ситуации. Вот. И тяжело выжить, когда ты находишься в хроническом стрессе. То есть то, что вокруг тебя происходит, оно создает тебе стресс. Понимаете? А в этом надо выживать. И выживать так, чтобы не сломаться. И выживать так, чтобы не сломаться. Что значит сломаться? Это когда тебя начинает разносить тревога, невроз. Когда все, вот у тебя все это появляется, вот это называется слом, понимаете? А нужно уметь работать и держаться все время на плаву. То есть создать у себя внутри стержень стрессоустойчивости. Достижение всех остальных целей обязательно ваши старания, ваш труд дадут плоды. Я бы дал себе совет не принимать все близко к сердцу и не так сильно переживать из-за всяких проблем и ситуаций. И ситуации в жизни т.п. Проще идти по жизни и смотреть на все, но уже поздно и предел нервной системы достигнут. И еще хочу вам сказать, запомните, нервная система здесь ни при чем. Нервная система — это как провода между розетками. Понимаете? Это всего лишь проводники. И ошибка людей, когда там разного рода Нервные клетки, мол, не восстанавливаются. Когда разного рода медицинские специалисты говорят лечить нервы. Нужно лечить голову. Вот отсюда все идет, запомните. И поэтому не тратьте время на нервы, леча нервы. Нервы тут ни при чем. Это всего лишь мозг сообщил по нервной системе нашим органам опасность. Да? Вот он через тревогу передал надпочечникам. Все, пошел кортизол работать. Это средство сообщения между нашими телесными объектами. Да? Мозг — это центр управления. Он отдает команды через нервную систему. Все, никакую нервную систему лечить не надо. У меня было это. Я думал, у меня там еще как начитаешься, нервные клетки не восстанавливаются, их там надо беречь, еще что-то. У тебя еще больше тревога от этого. Я думал, у меня уже нервная система там в хлам разорвана, то есть она настолько расшатана, нервные клетки там поумирали, и я буду уже трястись всю жизнь. Ну вот я сижу перед вами, пройдя через ад 10 лет. Ну это, конечно, накопительно было, но в целом я был 10 лет. И вот сейчас я нахожусь перед вами.
не трясусь, не калачусь, меня голова не дергается, руки там не, сами по себе не бегают, правильно? Значит, что нервная система у меня нормальная. Ничего с ней не случилось, ничего там не поломалось в ней. Не поумирали там эти клеточки там и так далее. Понимаете? Поэтому вот, все здесь. Здесь. Работать надо с этим. С компьютером нашим надо работать. Менять у него там этот винчестер, схемы вот эти неправильные. То, которое мы неосознанно себе создали. Вот там надо все исправлять. И почему таблетки, они не решают задачи? Потому что свое мышление, свои мысли, свои убеждения — это нейросеть. Нейросеть, электрическая сеть. Мы можем поменять только сами себе. Сами себе. Это через проговаривание, осознавание, понимание. То есть менять сами себе. Никто нам, никакие таблетки там вот это не поменяют. Они только могут воздействовать на наш мозг, как бы придушивать активность вот эту мыслительную. То есть тогда мозг не так остро воспринимает. Ну плюс, конечно, вот эти химические составы, выработка серотонина. Выработки серотонина, когда человек в депрессии. Когда человек в депрессии. Вот. Как я еще раз говорю, я шел без таблеток, я там пару раз, ну, как бы раньше этот стимулатон пил до того, как я уже сильно закрутился и выходил с этого состояния, вот с него я уже выходил без таблеток. Пару раз лирику пил, там, видел, как она работает, такой препарат, да, нейролептик, там, он, по-моему, или транквилизаторы, такая капсулка, половина красненькая, половина беленькая. По-моему, американский продукт. Так называется лирика. Лирика, ее как выпиваешь, так точная лирика, ее как в лирике, да, такой бух, и все, ты, мозг твой плавают мысли. Вот. А так я все выходил без таблеток, как говорится, на живую, и поэтому я все видел, как все происходит, как оно устроено, как оно работает. То есть через анализ я все видел, когда работал, вот как это у меня все получалось, понимаете? Но это только часть рассказал того всего, что в этом тревожном расстройстве есть, и часть того, как с ним работать. Там много чего надо понимать, постепенно осознавать и с этим всем работать. И, скажем так, выход тогда с этого состояния, он неизбежен. Неизбежен. Вот. Как говорится, вода камень точит, так и здесь. Время лечит. Если тренируешься и идешь, то ты обязательно придешь. Так, подписывайтесь на канал, если кому-то интересно, и кто-то только зашел, еще не подписан, поэтому подписывайтесь. Подписывайтесь на канал. Делитесь каналом со своими знакомыми, если у кого-то есть как бы... По возможности поддерживайте. Он Карта закреплена. информативен, у нас более 200 видео, я там очень много рассказываю, что, как, почему, очень много информации по именно связанной с психологией, вот с этим тревожно-депрессивным расстройством, много чего объясняю, много чего рассказываю, что было со мной, что и как я делал, как с этим всем работать, поэтому я думаю, ну я не думаю, а имея результаты тренировок людей, которые мне уже писали, потому что канал существует уже почти на 3 года будет уже, Да. Скоро будет 3 года существования канала, поэтому за это время уже люди, которые изначально пришли на этот канал, повыходили с этих расстройств. И вот они пишут в чатах, кто со мной напрямую контактировал, мне писал в WhatsApp, все, я как бы вышел с этого состояния, вот. И даже те люди, я думаю, уже они изредка заходят на канал, потому что они влились в жизнь, они обучились, вышли с этого расстройства, переняли мой опыт через тренировки, научились тоже справляться со стрессами. И поэтому они уже живут своей жизнью, как бы, и редко посещают канал. Вот. Поэтому результаты у нас неплохие по каналу. Значит, я понимаю, что информацию доношу понятно. То есть вы понимаете с той стороны, потому что
Зачастую человек, который в этом практически ничего не понимает, на языке какой-то терминологии научной, разговаривать с человеком, это получается общаться на разных языках. То есть человек не поймет смысл этих слов, если это говорить в научном таком формате. Поэтому пытаюсь рассказывать вам, разговаривать с вами на вашем языке. На вашем языке. Дальше вы постепенно обучаясь, вы изучаете язык психологии, и уже ты начинаешь со временем, ты начинаешь уже, как сказать, ты начинаешь меня понимать, потому что это сродни обучение какому-то иностранному языку. Да? Если я вот пришел и начинаю вас обучать английскому языку, то со временем вы уже можете со мной разговаривать, да, на английском языке. Когда уже обучитесь, пройдется какое-то время, вы хорошо обучитесь, и вы уже можете со мной разговаривать на английском языке. То же самое происходит и здесь. Сначала человек не понимает, но постепенно он вникает, осознает, разбирается, изучает, тренируется. То есть это, скажем так, язык психологии. Вы изучаете язык психологии. И поэтому со временем вы уже можете, ну, с такими, как я, там, как сказать, ну, я не позиционирую себя с психологом, но по факту я и есть он, как бы, потому что я много чего через что прошел, и меня обучала, ну, девушка, женщина Анна, она много где училась, у нее очень много информации, поэтому по факту она за год, мне пришлось изучить, можно сказать, весь курс 5 лет, потому что у меня не было выбора. У меня не было столько времени, чтобы 5 лет, вот сколько они там изучают психологию, то есть мне за более короткий срок пришлось изучить, выучить это все, она меня обучила, чтобы выйти с этого состояния, понимаете? Вот. Добрый вечер с Лиманского направления. Приветствуем всех. Так, есть еще какие-то вопросы? Если вопросы есть, задавайте. Если вопросов не будет, то уже, может, посмотрим, постепенно будем завершать эфир, или еще побудем? Ну, еще побудем. Если появятся сейчас вопросы по тревожности, по психологии, сейчас будем отвечать. Давайте, будем смотреть на вашу активность. Если не забывайте поддерживать канал, есть же карточка, скидывайте. Если у вас будет активность по вопросам, то как бы, актуальность конкретно к тем будет вопросам, которые будем, поддержаны. Вот, чтобы вам еще такое рассказать? Чтобы такое рассказать? Да, кстати, нету этого человека, который у меня на прошлом эфире спрашивал про Бога, верите ли вы в Бога. Так, этого человека нет. Ну, когда вопрос задаст, тогда поговорим на эту тему. Тема про Бога тоже очень интересная тема, потому что подавляющая часть людей, она неправильно понимает, как это есть. Вы очень доступно доносите информацию. До людей многие специалисты не дают столько и за большие деньги. Вы мне в свое время очень помогли. Спасибо вам за все. Неужели у патриарха Кирилла 2 жены? Сколько людей смогли вытащить из депрессивного состояния? Очень много. Слава, смотрите, скажу так, где-то, человек около 20. Но дело в том, что немного, я бы как бы неизвестный, поэтому люди меня не знают и, они не видят меня, они не знают, вот. Поэтому и обращаются мало. Вы понимаете, если тебя не видят, соответственно, тебя мало знают. И как бы обращений мало.
Вот я говорю, вообще вот с этих расстройств, с депрессии, У нас раньше была открыта программа по выходу с расстройств. Много повыходило по нашей по программе. программе Которые сейчас повыходили, уже да. закрыты. Лично с кем я работал, где-то, ну, сейчас я примерно скажу, около 30, ну, 30 человек. За все время около 30 человек. Это, ну, из депрессии, из тревожных расстройств. Не помог, я только как бы не помог 2 человекам. Двум человекам. Ну, в силу определенных обстоятельств я не смог им помочь. Вот с 30, скажем, человек. Вот. Злоупотребляет спиртным, как вот от него избавиться. Малагон, Наиль, с тревоги кое-как вышел, но некоторые симптомы иногда бывают, например, головокружение, нехватка воздуха. Вот это работает психосоматика и головокружение. Головокружение может быть. Смотрите, у нас интересные моменты, когда спазмируются сосуды, да, то получается либо нехватка кислорода, голова кружится у человека. И второй момент обратный, переизбыток кислорода. Вот если в лес вы когда-нибудь вот, приезжаешь в лес, минут через 20, у тебя тоже легкое такое, ты как будто под шофе, вот, как будто ты выпил вот так прилично, и ты такой немножко, ну неприлично, а вот как будто ты выпил, и ты немножко как будто под шофе, у тебя вот такой морок такой, понимаете? То есть это от спазмирования сосудов получается либо нехватка кислорода, либо переизбыток кислорода, и поэтому вот подкруживается голова. Но здесь главная задача не пугать себя этим, не реагировать на это страхом. Атаки феназепама нету. Утром панические атаки. Феназепама нету. Вы выдержите эту паническую атаку. Выдержите, и вы получите первый опыт. У меня есть ролики, где я на стакане показываю паническую атаку, Этого как она пассажира происходит. я сейчас заблокирую, Какого? который все здесь пишет ерунду. А про какую? Про Путина там, Заблокировать. СВО. Так. Наиль, с тревогой как-то справились, но некоторые симптомы иногда бывают, например, и головокружение, и нехватка воздуха. Вот здесь главное не пугаться. Вот я вам про нехватку воздуха и ком в горле. Все, атаки. Вот смотрите, что делает человек. Как правило, он спасается. Вот этот феназепам, например, либо лирика. Скорее всего, люди будут использовать тоже как охранительное, понимаете? У тебя как начинает вот паника, тебя пошла паническая. Спрашивает, как купить феназепам. Это не к нам. Здесь не Я уже спрашивает. удалил, ниже был. Вон, ниже. А зачем ты удалил? Человек может не знает, ему Он просто говорит, надо... как купить феназепам. Ну, так надо подсказать, что это надо обратиться к психологам, это рецептное. Да. Психолога. Ну, Ну, это, мне кажется, вот, утром панические атаки, феназепама нету. нету. Как купить феназепам? Ну. А где у тебя написано, как купить? Было, и я удалил. Зачем такое? Причем тут это? Феназепама Сейчас нету. пью, 40 капель корвалола при панической атаке. Вот. Это он же. Вы можете пить, понимаете, это будет тоже как плацебо. Если помогает, пейте, но не используйте это как охранительное действие. То есть не от страха делайте, выдержите паническую атаку. Дайте, вот самое страшное, это выдержать первую паническую атаку. Первую. Потому что у тебя нет опыта, что она тебя не убьет. У тебя гонит страх, что она тебя как бы убьет, что сейчас ты умрешь. Все, вот такая идет трактовка. Но если собраться, вот как говорится, закусить губу и дать ей дойти до конца, то оно у вас дойдет до определенного уровня, да, а потом она назад опустится. И вот здесь проанализировать и понять, что она меня не убила, что она меня не убьет. И вот самое страшное, это первая паническая атака, ее выдержать, потому что человек все время избегает любыми способами ее, потому что у него страх, что она его убьет, страх смерти как бы идет. Но выдержав первую, потом уже легче, ты снова принимаешь следующую эту паническую атаку, следующую, и она вот так постепенно начинает терять свою силу. Эти панические атаки вот так постепенно начинают терять силу.
через твое понимание, что она тебя не убила и что она тебе ничего не сделает. Понимаете? К этим симптомам, но почему-то не приходят. Наиль, смотрите, симптоматика вообще это не только симптоматика, это такая зараза, она тебя постоянно будет дергать. Она очень длительное время, у тебя эти проявления, они, понимаете, они очень медленно угасают. Они постоянно тебе напоминают, но они постепенно они угасают. Еще такие мысли появляются: ой, как мне это надоело, блин, я уже устал от этого. Эти мысли могут тебя расстраивать, еще что-то. Их тоже надо убирать, как бы, понимаете? Это тоже мысль приходит. Терпеть не проходит каждое утро. Уже стал их по утрам терпеть. Не проходит каждое утро. Вы стали терпеть что? Панические атаки? Вот здесь конкретику дайте. Я начал терпеть, не проходит каждое утро. Терпеть что и не проходит что каждое утро? При панической атаке. Олег Никитин. И это, понимаете, корвалол это как слону дробина. Это точно, вот смотрите, при панических атаках, даже при тревоге, вот люди пьют там, например, фенибут, потом еще есть афобазол. Многие пьют разного рода капли. Но дело в том, что там работают намного серьезнее вот такие вещества, как лирика, да, транквилизаторы. Это намного серьезное, которые выписываются по рецепту, понимаете? И ваш вот этот карвалол, там, адаптол, афобазол, нафен, фенибут. Это самое легкое со всей этой иерархии препаратов, понимаете? Поэтому они продаются безрецептно, потому что они легенькие. Вам нужно осознать и понять, вам нужно принять паническую атаку, пережить ее, потом проанализировать, что она тебя не убила. Осознанно это делать. А не сразу начинать хватать, пить корвалол и так далее. Да, у тебя там сердце будет стучать, там ту-ту-ту-ту-ту-ту, там у кого-то вообще начинает, у тебя сильная сестра выскакивать, оно чуть ли не аж грудь, это грудная клетка. Понимаете? Но это уже адреналин работает. Поэтому нужно убирать страх через понимание. Но панические атаки надо выдержать. Если вы будете делать охранительные действия, я в свое время, когда не понимал, то я вскакивал ночью и бегал, ванну мыл постоянно. Я начинал вот это хаотично на страхе тереть эту ванну, мыть, потому что все спали, у меня место было только ванная. Я хватал мочалку и с порошком там или без порошка и сразу начинал мыть ванну. И потом я делал вывод, меня отпускало, я думаю, ой, я спасся. То есть идея какая идет? Если бы я не начал мыть ванну, то я бы умер. Вот такая идет идея, понимаете, трактовка у тебя. И поэтому получается, по факту, ты все время избегаешь эти панические атаки. Ты как бы убегаешь от них. Да, ее выдержать очень страшно. Очень страшно. Я даже сказал бы, блин, я не знаю, как женщины вот выдерживают. Если для мужика, ну нормального мужика, это такой дикий страх, вот когда тебя волна пошла и начинает тебя накрывать, тебе реально кажется, что тебе сейчас хана будет. И поэтому многие не могут выдержать, они начинают избегать, метаться вот туда, что-то как бы убегать от нее. Я как бы говорю, если ты не можешь сам все время избегаешь, попроси, чтобы тебя привязали к батарее, чтобы ты не смог избегать эту паническую атаку. Спрашивают, вы работали при депрессии? Конечно, в смысле? Нет. Вот я была в депрессии. Самый последний вопрос. Нет, так я еще не дошел до последнего вопроса. Вот вы снова вот это начинаете, меланхолик, интроверт, вот эти все, как вам сказать, вот эти все красивые слова, выбросьте вы их. Вот люди начитаются, нахватаются, потом, не понимая смысл этих слов зачастую, начинают с ними носиться. У меня парень такой был.
Я ему помогал выходить с моего города. Он залезет, начитается, звонит. Ой, у меня, у меня дистресс. У меня дистресс. Он сам себя пугает. Я говорю, у тебя просто сильный стресс. Не выдумывай там дистрессы какие-то, еще чего-то. Не пугайте вы сами себя, ребята и девчата. Не читайте вы, зачастую человек, он смысла этого слова не понимает, а он себе его трактует по-другому, что-то там страшное, потому что непонятные слова, мозг у человека так устроен, если ему что-то непонятно, мозг начинает тревожиться, а плюс еще ваше расстройство, это вообще все, катастрофа, понимаете? Да, есть там барбитураты, да, в этих, кстати, валерьянки тоже, если ее постоянно пить, но это если постоянно пить ее, там, может, месяцами, годами, каждый день, там, по 10 раз, да, там барбюраты, как бы тоже, ну, не рекомендуется ее как бы глотать постоянно. Но в тревожном расстройстве ты глотаешь все подряд, ты про это даже не думаешь, тебе там вот. Кто-то глотает. И вторые делятся на, скажем так, тревожные люди делятся на две группы. Одни глотают все подряд, быстрее таблетки все в подряд. А вторые, наоборот, боятся выпить препарата. У них страх перед препаратом. Особенно, когда побочки там начитаешься, у тебя все, у тебя вот в голове все, катастрофа, у тебя паника. Там же понаписывают от шизофрении, еще от эпилепсии, там, и пошло, и ты читаешь, и ты уже думаешь, что ты там шизофреник, и эпилепсик, наверное, и ты там такая гремучая смесь, и у тебя это все есть, и ты уже вообще тебе, скоро ты сойдешь чертовой матери с ума. Вот такие мысли, понимаете? От того, что ты читаешь, не понимая, что там, что этот препарат, он просто и для тех, и для тех, и для тех предназначен. Вот. Ну, образно я говорю. Какие книги так? Какие книги посоветовали бы читать? Ну, смотрите, я вам... как вам сказать? Я книг читал немного. Я читал Джон Кэха «Подсознание может все». У него 2 книжки есть. Но это сложно, это надо психологию уже. Ну там вот я первое понимание, которое было, я кое-как читал еще, у меня были силы и как бы, ну, мог где-то как-то сфокусироваться. И он писал вот сила мысли, сила слова там, вот говорить о себе. Вот у меня как-то эта фраза засела, и я пробовал себе говорить вот что-то, и я видел, что оно, ну да, как-то действительно немножко помогает. Но это до того, как я стал работать с Анной, понимаете? То есть это то, что я делал в те моменты, в моем понимании, ты что-то все равно делаешь. Вот все равно ты что-то делаешь как-то. Ты пытаешься как-то вот, ну как-то каким-то образом с этим что-то делать, вот со своим этим состоянием, где-то что-то понять, разобраться, что это вообще. Когда я тогда залетел, интернета не было, компьютера вообще не было. У меня у дочки вот стоял квадратный такой, и информации нет куда было взять. Я терпел, как бы никуда не обращался, меня больше и больше. Уже жена когда сказала, что надо куда-то обращаться, тебе все хуже и хуже становится. Вот тогда мы начали обращаться, а тоже куда обращаться, без понятия. Ну понятно, если тебе плохо, значит надо к врачам обращаться, понимаете? И вот как-то потом, что это какая-то психика какая-то, это какие-то психологи. А у нас что в голове было? Ты думаешь, ё-моё, психологи, психиатры. Это значит что? Ассоциация, да, Советского Союза. Значит, ты куку, все. Значит, у тебя что-то с головой. Если тебе надо обращаться к психологу или к психиатру, то значит, у тебя что-то с головой. Все, значит, ты уже ненормальный. Значит, ты, наверное, там, ну, с ума сходишь. Ты начинаешь так думать. А это же тебя еще больше пугать начинает, понимаете? А самое, наверное, страшное, это когда ты идешь к одному, ко второму, к третьему.
И и ты видишь, что по факту они тебе ничем не помогли. Ну, они тебе не помогают. И ты начинаешь думать, что тебе уже никто не поможет в этой жизни. То есть ты уже так и останешься. И ты доживешь до того момента, пока у тебя будут какие-то внутренние ресурсы, вот эти силы, именно силы, наверное, характера. Потому что ты понимаешь, тебе начинают приходить негативные мысли, а дальше это до суицида доводит. Что столько, сколько ты выдержишь вот это состояние чисто на своих волевых качествах, вот сколько ты протянешь. Ну, у меня сильно это было, меня сильно ломало, крутило, крыло. Я сильно вкрутился, просто есть люди, они как дрейфуют, у них вот состояние, оно как на одном месте, вот они доходят до какой-то точки, потом они дрейфуют, понимаете, вот они как бы вот как-то живут, дрейфуют, то есть у них оно не ухудшается, скажем так, а меня вот загоняло, закручивало, загоняло, закручивало, и все больше и больше. И загоняло, наверное, еще из-за того, что ты думаешь про это. Ты же пытаясь с этим разобраться, ты про это думаешь. Это тоже есть своеобразная ловушка. Некоторые у них есть и есть, он что-то работает, переключился, да. Потом прекратило работать, оно раз мысли пришли, человека зацепили, снова у него это пошло, он снова отвлекся. То есть вот они так дрейфуют. А ты когда пытаешься разобраться с этим, вот, наверное, знаете что? Наверное, те люди, которые дрейфуют, они приняли это состояние, и вот они живут так вот с этим, вот так живут как бы. А я не мог его принять. Мне даже как-то жена говорила, ну люди ж как-то живут вот так вот, ну, в таком состоянии, как у тебя. Она что же не понимала? Ну, понимала, что это нехорошо, что мне плохо. Говорит, и ты как бы, ну как-то тоже живи, вот как-то тоже живи. А я не мог это принять. Я ей сказал, или я выйду с этого состояния, или, ну, типа, ну, смысл такой, типа, покончишь с собой, как бы. Ну, это такое страшное слово. Потому что у меня как-то было в понимании, что так невозможно жить. Ты так проживешь, вот как я говорю, чисто насколько у тебя вот этих внутренних сил, вот этой твоей воли хватит, вот прожить вот с тем, что с тобой происходит. Вот как-то у меня так было. Вот. Ну, благо потом вот я попал к Анне, да, и как я говорю, ей Бог здоровья. Блин, такая девушка, женщина, блин, таких мало людей. Я ее называю воин света. Воин света. Скромная такая, вот такая, ну, худенькая такая, но знания, она настолько сильная, у нее такие знания, блин. Кстати, она сейчас уже обучает именно психологов, самих психологов обучает. Я знаю, что она в Питере обучала психологов, как бы. У нас вот в Белоруссии в новинках это психиатрическая там лечебница, ну, психиатрическая больница, вот она там обучала. То есть она и с людьми работает, и вот конференция, я так понимаю, обучает тоже, уже психологов обучает. Потому что она мне говорила, что очень много плохого образования, очень много плохого образования. Именно образования в психологии. И поэтому психологи, они, ну, скажем, неправильно с людьми работают. В силу их незнаний, потому что плохое образование. Вот. Вы работали при депрессии? Нет, при депрессии я не работал. Меня даже уже, когда сильно крыть начало, я уже не работал. Все. Когда меня разносила тревога, страх, я уже все. Ну, практически все. А при депрессии я вообще не работал. Не работал. Я, наверное, при депрессии уже почти из дома не выходил. Расскажите про женитьбу.
Сформулируйте вопрос. Расскажите про женитьбу, что ли? Если про женитьбу, то чью? Вот. Так, многие врачи связывают тревожное расстройство с проблемами щитовидной железы. Да, да, есть такое. Есть такое, если, да, щитовидка тоже функционирует там некорректно. Там не только... Есть разные моменты, которые как бы, ну, провоцируют тревожность. Поэтому я всегда и говорю, нужно разобраться сначала с физиологическим своим, ну, с физиологией своей, чтобы проверить все, чтобы посмотрели, как у тебя все функционирует. А уже исходя из этого, если у тебя все окей, то значит это тревожное расстройство, значит ты уже понимаешь, куда копать, понимаете? Неуверенность. Смотрите, есть неуверенность. Неуверенность, дело в том, что тревога, она человека делает неуверенным. Она тебя как бы разбивает, она тебя размолачивает. И ты постепенно становишься неуверенным. Неуверенным. Ну, один из моментов это твое мышление тревожное. Про что бы ты ни подумал, мозг тебе транслирует либо катастрофа, там, либо ты не справишься, вот такие мысли. А соответственно они у человека тревогу вызывают. У меня знакомый, еще один знакомый, которому я помогал, он рассказывал, как щиток прикручивал в подвале, электронный щиток. Он говорит, я пока прикручивал щиток, меня так трясло и лился пот, что после того, как я прикрутил щиток, у меня было ощущение, был весь мокрый, что я вагон выгрузил. Кажется, примитивное дело 4 шурупа закрутить. Закрутить в щиток электрический, да? А у него настолько был страх, то есть катастрофизация шла, что тебя там током ударит, еще чего-то. И его так колотило, у него был страх, что он подгнало от страха, да? Что он в конце как будто вагон выгрузил. Так, вопрос таков. Год пил антидепрессанты, все было отлично. Полгода назад бросил их, и тогда же бросила девушка. С осени опять кроет, агорафобия, тревога, про все и так далее. Что делать, Александр? Смотрите, я вам объясняю, люди. Люди, здравствуйте, люди, да. Я во многих эфирах говорю, препараты, они не решают задачу. Они могут вас вывести в ремиссию. Вы когда пьете, да, там, антидепрессанты, это обратный захват серотонина в мозгу. Для удержания его, чтобы он быстро не расщеплялся. Потому что как только какой-то там появляется у нас химический этот состав, да, серотонинчик, он быстро расщепляется, когда человек на страхе, тревоге, там, в депрессии. То есть его там мало. Пьете препараты, они их удерживают, то есть идет накопительное. Да, я там смотрел, ну скажем тоже, психологи, ученые, там синусоиды соединяются еще с чем-то, там, ну короче, там сложнейшая система, как я говорю, я просто шелуху эту откидываю. Просто как я выходил из депрессии, в моем простом понимании, как это функционирует. Понимаете? Вот. И что происходит? Вот вы пили антидепрессанты, серотонинчик удерживался, то есть накапливался. Ну все, вы вроде бы вышли в ремиссию, выровнялись. Верно? Верно, выровнялись. Да, серотонинчик вам подняли, но ваши схемы мышления не изменили. А стресс вы получаете именно от схем вашего мышления. Выходя на улицу каждый день, вы получаете стресс от ситуаций. Потому как у человека ситуации каждый день повторяются многие. Та же работа, те же люди, люди с теми же
разговорами, у них же свое мышление. Вы понимаете? И ситуация начинает повторяться. И ты снова начинаешь, твой мозг автоматической мыслью, из-за твоих неправильных убеждений, через автоматическую мысль, то есть он реагирует, у тебя возникает автоматическая мысль у тебя вызывает некую эмоцию, стресс. И все, и ты пошел по-новому его накапливать. Изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. А второй момент, вот вы расстались с девушкой, это для вас сильнейший стресс. То есть в вашем убеждении такого не должно было быть, а тут раз оно произошло. И вы получаете сильнейший удар, то есть внутреннее телесное переживание. Можете, там это могут переживания идти, там подавленность, то есть ой, я не могу. Вот. Все, вот. То есть стресс, вы получили сильнейший стресс. И соответственно что? Соответственно вас начинает выбивать и скидывать обратно. То есть снова ваш серотонинчик, стрессовая ситуация, мозг меньше, он начинает вырабатывать, и он пошел на убыль. Дын. Оп, по нисходящей. Поняли? И по факту вы приходите к тому, с чего начали. И так и люди ходят всю жизнь по кругу. Попадают, пьют, выходят в ремиссию, снова попадают, пьют, выходят в ремиссию. Попадают, пьют, выходят в ремиссию. Да, бывает, там, может, человек уехал, место жительства поменял, то есть он поменял окружающую обстановку, то есть убрались триггеры. Да, бывает такое, но многие ли из вас и нас могут вот взять и переехать в другое место жить, да, это не так-то просто сделать, верно? По факту мы живем там, где мы живем, а значит, нам надо что сделать? Значит, нам надо тренироваться, осознавать, понимать, чтобы мы не реагировали так эти ситуации, как мы реагируем сейчас. Зубы постоянно сжимать, голова от этого болит, и мышцы щек, что ли, может быть такое. Скорее всего, вот, все, сейчас зачитываю. Смотрите, Кекс, по-моему, был, только ник другой. Вот я вас помню, вы раньше были, вот вы, наверное, тогда были, потом вышли и снова мне пишете. Я вам объясняю, что делать, как вам ответить на этот вопрос. Это целый алгоритм работы, понимаете? Это нету прямого ответа, что делать. Делать все то, что я рассказываю. Вот если вы поймете мои слова. У нас 200 с чем-то видео, и там вот эти 240 видео, которые я записывал, мы записывал и Слава выложили там в течение 2 лет. И они про все то, что надо делать, понимаете? Я надеюсь, я ответил вам на ваш вопрос, что делать. Зубы у вас сжимаются. Смотрите, мы состоим с мышц. Все, полностью. Кстати, к вашему удивлению, для многих вас, вы узнаете, что даже наши зрачки, то не зрачки, а глазные яблоки, это тоже мышцы. И вот эта дереализация, там плывешь, я думаю, они тоже в этом виноваты, потому что мышца в глазу сжимается, воздействует как-то на хрусталики, тоже могут искажения от этого идти. Я думаю, они тоже причастны. Вот в тревожном расстройстве, вот на эти все штучки, когда мы так видим, понимаете, они тоже будут, я думаю, там иметь некое причастие к этому. Вот. Так. И поэтому мы состоим из мышц. И когда у вас создается напряжение, что у вас скулы сводятся, да, вот что, мышцы сокращаются, сжимаются, вот. Вот все, пошло сжатие, и соответственно что? Нижняя челюсть, да, начинает давить на верхнюю. Ну и также верхняя, да, оно же все вот в совокупе сжимается. И вот ваши зубы пошли на сжатие работать. Вот что происходит. Ну вот я вам ответил на вопрос, почему у вас сжимаются зубы, почему так происходит. Понимаете? Потому что мышцы начинают спазмироваться, в тонус становиться, соответственно, что? Начинает сжиматься все.
Так оно не автоматически, я сам их сжимаю. Будто хочется сжимать, чтобы легче стало. Ну, здесь оно, понимаете, да, оно как бы как, может быть такое, что ты как бы сам сжимаешь, когда вот злость вот сжимаешь, может быть, с какой-то идеей там от злости, там еще от чего-то, либо от печали, от обиды. Но это все равно, оно может, понимаете, какой момент? Тебе кажется, что ты сам сжимаешь. Ну, потому что ты так видишь, что вроде бы ты сам сжимаешь. Но вы проследите, как это происходит вот детально, вы просто обратите внимание, вот когда у вас челюсть будет сжиматься, то я думаю, это мышцы, все, вот ваши мышцы начнут сжиматься, потому челюсть сжимается. Понимаете? Просто есть люди, да, вот те, когда они переживают, вот, начинают вот они, вот как бы, чтобы может переключиться или сжимать, понимаете, вот они, челюсть, вот он волнуется, и, вот так может делать, понимаете? Оно где-то так, где-то так. Просто у меня было, у меня были такие вещи, вот, было, да, тоже сжималось, но не такое, а вот как было сжатие, потом было не менее вот одной стороны, понимаете, вот такие вещи происходили. Не забывайте поддерживать канал, у нас закреплена карта. А привычки, то есть некая форма поведения мы формируем сами, понимаете? Вот избегание ж делаем мы сами, верно? А потом это уже постепенно делая одни и те же повторения, что ты начинаешь делать? Ты начинаешь привычку формировать. А когда ты сформировал привычку, это уже происходит рефлексорно. Мозг запомнил, ты его так обучил, и потом уже без твоего участия ты будешь так делать. Мозг будет давать команду, и ты будешь так делать. То есть это привычка. Вот, например, куришь, да, вот я курю. Я замечал, что ты иногда по привычке просто начинаешь курить, хотя ты не думал про это. А это уже на автомате происходит, понимаете? Это уже сформированная Ты же не привычка. хочешь, да? Да. Ты даже не думаешь об этом, уже на автомате Мгм. сигарету и Выходишь куришь. там с чего-нибудь Да, сразу, да, 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 да. Вешать ярлыки на себя. Вешаете ярлыки на себя. Ну, конечно. Там я же говорю, там вот это уже отделу отвечаю. В схемах мышления, я вам говорю, одна вытягивает другое. Одна ошибка вытягивает другую ошибку, понимаете? Вот у вас ситуация происходит, она произошла не так, как было в вашем убеждении, например, вы расстраиваетесь, образно, я объясняю, вы расстраиваетесь, у вас подавленность, ведь произошло не так, как вы ожидали, и тут же могут пойти сразу же автоматом следующее потянулось. Это навешивание ярлыков. Например, ой, я неудалый, ой, я несграбный, ой, я как инвалид. А эти автоматические мысли тебя еще больше расстраивают, понимаете? И вот так они, одна ошибка вытягивает другую ошибку. Я как только просыпаюсь, думаю сразу про челюсть. Смотрю в зеркало, не кривая ли она стала. И прочее, и прочее. Вот. Так, я как только просыпаюсь, думаю сразу про челюсть. Смотрю в зеркало, не кривая ли она стала. Не кривая она стала. Это вот интересно. А почему вы думаете, что она там, образно говоря, почему-то должна стать кривая? Как вы себе представляете? Вот как челюсть может искривиться? Вот каким образом? Вот вы себе ответьте на этот вопрос. Каким образом у меня может искривиться челюсть? При каких обстоятельствах? Ну, я отвечаю, например, если я битой дам, мне дадут по челюсти, да, поломают кости, то челюсть моя выскочит, станет кривой, да. Воздействие внешнего фактора, биты, да, ну, палки. А как вот, ничего на нее не воздействуя, как она вдруг сама может стать кривой, как она может выскочить вот с суставов, с этих пазиков, да, а вот челюсть вот здесь у нас косточки, и вот и она двигается, вот, ага, то как она может кривая стать?
Челюсть кривой сама по себе стать не может. Поэтому вы, не понимая, как это может быть, вы сами себя подпугиваете, думая так, что вот она вдруг может у меня кривой стать, понимаете? Из-за напряжения челюсти она станет не такой. Ну, понимаете, из-за напряжения челюсти, она, как вам сказать, она не деформирует кости, она не деформирует. То есть ты просто будет она в тонусе, вот сжатой, например, от напряжения мышц, она просто может быть сжатой, вот нижняя к верхней, да, прижатая. Но деформация как? Деформация не произойдет, она с сустава не может выскочить. Чтобы выскочила с сустава, ее надо ударить, правильно? Вот. Еще знаете, что я вам скажу по челюстям? У меня была девушка, и у нее спазмировались тоже. Спазмировались, сжимались челюсти. Я ей дал такое упражнение, сейчас я вам покажу. Вот берете и тренируете. У тебя спазмирует челюсть, и ты такой делаешь. Поняли? У тебя что, расслабляется и мышцы трясутся. Вот. Понимаете? И ты расслабляешь челюсть. То есть мышцы, которые тебя сжимают. И вот ходишь и так вот. Все. Тренируйте. Вот. Так, почему же человек попадает в тревожное расстройство? По вашему мнению, какая основная причина? Основная причина. Я думаю, что она не одна будет причина основная. Первое — это схемы мышления наши, убеждения неверные. Неверные наши убеждения. Второе — это стрессовая ситуация. Второе — это стрессовые ситуации, когда человек находится в постоянном стрессе. Ну, по определенным, как бы, по определенным параметрам, например, эта работа для него стрессовая. То есть он работает на стрессовой работе для него. И то есть человек, он получается автоматом каждый день, он в стресс. А? Сейчас будем заканчивать. И все, стресс работает как накопительный, а потом тух выстреливает, все, пошло вот это все раскручивается. Второе — это из-за неправильных шаблонов наших мышления. Мы тоже каждый день попадаем в ситуации, и от этой ситуации получаем стресс. А ситуации повторяются каждый день, то получается ты каждый день в определенные промежутки времени образно, получаешь стресс. И снова же он начинает у тебя копиться. Стресс. И потом бах. Поэтому причины разные, но результат один. Понимаете? Причины разные, но результат один. Вот. В общем, это все от тревоги, я так понимаю. Конечно, это все от тревоги. Может сжиматься от тревоги, и плюс из-за неправильных ваших убеждений через автоматическую мысль возникает телесность тоже. От тревоги телесность возникает, и от мыслей автоматических после ситуации тоже возникает телесность. Напряжение, там вот это все, подавленность возникает, это тоже может быть из-за неправильных убеждений. То есть так и так может быть. Вот. Ну все, на сегодня тогда будем эфир заканчивать, как бы. Поддерживайте наш канал, подписывайтесь. Поэтому не забывайте поддерживать канал, ребята. Там лайками и финансово тоже, по возможности. Уже Слава, я думаю, по полкам разложил, что, куда и как. Можете уже посмотреть, как бы понять, что и как. И что-то я хотел еще сказать. Да. И поддерживайте лайками, пишите комментарии. Ваши комментарии, лайки. YouTube это все считывает, и они продвигают канал.
И тогда продвигается канал. Дело в том, что сейчас все это, видите, санкции, шманцы там и все эти палки, которые вставляют в колеса, да, мы просто, у нас канал пошел как раз, когда вся это, ну, начали мы запускать канал, вот его формировать, как раз, когда началась вот эта вся катавасия, та, которая началась. И, соответственно, пошло очень много проблем, именно вот, чтобы канал разогнался. Поэтому у нас столько мало подписчиков, потому что мы попали в это время. Мы попали в это время, вот. И поэтому ваша поддержка, она просто необходима. Мы без вас как бы, ну, не вышкребимся, потому что вы с той стороны тоже много решаете. Вот то, что я сказал, это как финансовая поддержка, это комментарии, это лайки. Все это помогает двигать канал. Поэтому вы невольно становитесь участниками, теми людьми, которые помогут, вы помогаете, чтобы канал пошел и чтобы больше людей узнало про канал. Чем больше людей узнает про канал, значит больше людей получат помощь. Воспользуются программой. Да, воспользуются каналом, информацией, чтобы выйти с этих состояний и чтобы вернуть себе покой. То есть вы тоже важная часть в канале, не забывайте. Так, спасибо, хороший канал. Смотрите, что хуже, тревожное расстройство или депрессия? Я вам скажу по-русски, хрен редьки не слаще, понимаете? Свое есть, свое плохо есть в этом, и свое плохо есть в этом. Поэтому я скажу так, просто риск депрессии, это человеку уйти в суицид. Я не пугаю, я предупреждаю. Вот в чем момент опасности депрессии. Там есть стадии депрессии, и их нужно видеть. Депрессия имеет стадии. И, ну, я знаю, какие она имеет стадии, где-то на канале рассказывал, и то есть это надо видеть. Есть критическая стадия, когда уже обязательно вмешательство нужно, ну, человека под присмотр, скажем так, там в больницу завозить, в психиатрию, чтобы все за ним смотрели, чтобы человек не суициднулся, вот. Ну, там стадии. Депрессия тоже, она имеет стадии, вот. Вот, ну все, на сегодня, ребята, спасибо всем. Спасибо за вашу активность, за ваше участие. Надеемся, что вы нас поймете, будете поддерживать, потому что все, ты отключил. Отключаю. Спасибо вам, чтобы канал развивался. Все, вот сейчас отключаю.